Всем привет! Продолжаем большую расчистку. В прошлый видеоролик я не успел смонтировать, даже не успел посмотреть, чего я там наснимал. Возможно, там что-то как-то не так, возможно, уже были комментарии, поскольку этот видеоролик пойдет после того, как я опубликую тот видеоролик, который начинал этот плейлист и начинал этот проект. Возможно, там будут какие-то ответы на комментарии, и я, возможно, где-то дальше их дам. То есть я не представляю себе, чего, как и будет происходить. План у нас один. Мы сделали приблизительно треть по каждому помещению, которое у нас в работе. И нам нужно закончить полностью расчистку. Пока план таков, но он может поменяться очень резко. Тут есть тенденции к такому, что планы меняются сами по себе, и это независимо от нас. Ладно, давайте посмотрим, чего мы поделали уже, и потом посмотрим, чего делаем. Так, у нас 4 комнаты, первая, вторая, третья и еще одна вот там, четвертая комната, еще помещение, скажем, комнаты, это так себе назвать. Мы тут даже смотрели, что там площадь 50 метров воспринимается здесь намного по-другому, чем в обычном старом фонде, потому что у нас размер комната сама по себе вот такая, например, и размер у нее около 9 метров. То есть не стандартных 6, а около 9, а высота 4,5, даже чуть больше. То есть получается, эта комната как бы относительно старого фонда, обычных комнат, которые мы знаем, где несущая стена от несущей стены 6 метров где-то, она в 1,5 раза больше. Получается, даже неправильно, она на 30% больше. 30% размеры больше и 30% высота больше. То есть все на 30% больше. Поэтому, когда мы смотрим на как-то такой вот декоративный обвес, и нам он снизу кажется, ну, вроде такой, ну, крупненький картуш. Он не просто крупненький, он 2 метра. Он 2 метра вот так. То есть он 2 на 2. Но с нашей высоты кажется, что это как бы, ну, норм. То есть пропорции тут такие, своеобразные, скажем так. И здесь не 6, здесь около 9 метров. Чтобы было такое понимание. Значит, у нас вот здесь часть почищена. Тут немного лепнины, карниз и 2 таких картуша с грифончиками. Грифоны там. Такие вот, грифончик с крылышком. Вот такие. Большой-большой такой потолок с большими картушами. 2 типа картушей здесь только. Тут угловые, большие, огроменные, и вот такие вот центральные картуши. И я пойду сразу... Нет, все-таки пойду сюда, потом вернусь. Покажу, что у нас еще есть. Есть геометричный такой очень крутой потолок. И здесь почти, треть точно мы почистили. Здесь остановились чуть-чуть. Покрытие довольно сложно, трудно удаляемое покрытие. Медленно, более трудоемко оно, чем просто когда меловое покрытие было многослойное. Вот часть почистили. Розетка тут у нас такая. И возвращаясь сюда... Вот это помещение у нас перекликается с соседним, поскольку у нас везде окончания, вот у всех картушей, они так вот заканчиваются окушечками такими, и такие завиточки везде, и здесь, и здесь. И на розетке такие же завиточки, вот они во все стороны тут, на концах у нее, да, какие. Розетка, кстати, я думаю, 120 радиус у нее, то есть она как бы смотришь, ну, обычная розеточка, она 2,5 метра где-то приблизительно в диаметре. Это очень все большое, прям... Сильно большое, серьезно. И вот здесь мы тоже в комнатке уже почистили. Как бы по карнизу фактически половину, низ не трогали, здесь не чистили, поскольку тут какие-то вопросы со стенкой могут быть. Вот картуши расчищенные. У нас такой картуш, есть красивый очень картуш с этими, с птичками, какие-то птички. Вон они по центру такие, прям выпирающие, горельефные птички. Вот нечищенный такой. Вот туда будет трудно за печку, надо будет, возможно, даже убирать эту самую там вазу сверху, надо будет эту вазу оттуда убрать, чтобы можно было пролезть, потому что она такая широкая, будет трудность у нас. И вот сейчас чистим дальше потихоньку. Я хотел показать вблизи чуть-чуть и хотел показать еще порезочку, которая у нас идет по низу. Так, мигающий этот свет я отверну чуть-чуть, мы работаем со светом. Вот, привет, кстати. Привет, привет. Привет, привет. Чистим картушики. Ну, я вам такой уже в прошлом ролике показывал, какой он грязный, какой он получается расчищенный. Красиво, может, потом еще посмотрим. Он грубый прямо, и здесь очень сильно замазано. Особенно вот здесь очень сильно замазана порезка. Вот нижняя порезка, тут штукатура, которую мы не штукатурили, естественно, эти стены, мы бы так не допустили такой дичи. Но, в общем, они вот такого тут наделали прям.
Ну ладно, наделали. Вот такая порезка. Я хотел акцентировать на ней внимание, показать, потому что хорошее место такое. Вот она заляпана, тут заляпана. Есть какой-то инструмент? Дайте повернуть. Тут прям, я не знаю, инструментами девичьими этими. Тут, короче, какая-то с песком что-то там. Может, это цемент чуть с песком, алебастр с песком, ее много. И вот мы смотрим вот на такую порезку, да, как она выглядит, грязная, старая. Это делалось давно очень, залеплялось это все зачем-то. И теперь смотрим на чистую. Оп. А вот такая она, тонкая, красивая. Тут и есть и какой-то растительный орнамент на ионике, на яичке, да? Все чистенько. И вот читается прекрасно порезочка. И смотрим сюда. Вот такая разница. Круто? Очень круто. Это прям прикольно. Рядом у нас есть такой расчищенный. Сейчас надо будет свет отвернуть от него, мигалочку эту. Вот такой он расчищенный, вот так. Это подобный. Или такой. Да, это такой же. Такой же. У нас только отличные там, в той стороне, два вот с той стороны картуша, они с птичками, а здесь без птичек. Вот такой получается, красивенький он расчищенный. И здесь опять нечищенный. Вот такой забитый. Все, рисунок забит, полностью грязно, все. Ну, маленько Ксения там чистить его. Это все не быстро, это все очень не быстро происходит, потому что размер тут прям серьезный от угла. Кстати, вот так вот трубы проводили раньше. Любили вот так сделать. Просто надо трубу сверху. Не надо снизу искать, где там куда выйти. Нет, надо сверху пробить, как оно вылезет. Вот так. Ладно, короче, от угла сюда, вот этот вот кусок, я думаю, почти метр, наверное. Вот даже ухо у него вот такое, скажем. Вот ухо. И вот от угла сюда до больше метра. Вот метр будет. Вот так, навскидку. Вот это метр. И вот так. То есть он, казалось бы, маленький, на самом деле совсем он не маленький. Очень он большой, трудоемкий и работистый. Вот еще раз посмотрим разницу. Грязная, забитый рисунок полностью. 130 лет, почти 130 лет туда что-то намазывали. И вот, наконец-то, мы пришли сюда и это почистили что-то. Вот. И верхняя порезочка еще. Сверху же у нас порезка есть. Можем тоже разницу посмотреть. А ну-ка, отвернем этого чувачка. Вот. Сверху. Ну, оно такого разительного прям изменения нет. Вот верхняя вот такая получается. И вот здесь она вот такая. Вот ягодки вот эти вот характерные для таких веночков. Я тут еще не дочищал. Я вчера не успел. Вон видно, внутренней грязька осталась. Я еще пройду сейчас. Вот. Ягодки тут тоже видны хорошо. Листики, ленточки. Все хорошо с ними. Лавр, походу. Лавровый лист скорее. Или что это? Скорее всего, лавровая ленточка. Это очень характерная такая, тиражная, стандартная, довольно-таки порезочка. И вот какой он грязный. Грязнуля. Его много лет не чистили. Всегда. Его не чистили всегда много лет. Вот чистенький. Так, о чем мы продвигаемся потихоньку? Кстати, хочу обратить внимание на сочность розетки. Мороженка. Змея. Гадюка какая-то. Вот такая она. Снизу потом посмотрим, мы до нее дойдем еще чистить. Но вот сбоку, прям на ее уровне, она выглядит просто... Это супер, это шикарно. Это именно шикарно. Шикардос. Ты что там подсматриваешь? Ничего. Ну ладно. Короче, сюда мы картушек почистили. Движемся в сторону печки. Там кое-кому придется тусоваться. Кое-кому, напоминаю. Не за что. Вот так тут штукатурка. Я хотел зафиксировать этот факт, как здесь было наштукатурено местами. То есть, когда делали штукатурку здесь, новая штукатурка, здесь несущая стена, почему-то вот так получалось у них штукатурить. У этих ребят. И вот так получалось сделать. Это не круто. Это очень не круто, вот так это получается. Да? Да, потому что если посмотреть вблизи на этих чуваков, на эти ионики, а вот какие они, ну-ка я отвернул, вот такие они сочные, красивые. Вот такие они на самом-то деле. Да? Да. И вот такая вот тонкая штука, лепнина такая. И вот здесь почему-то вот так. Ну-ка, в сторону, пожалуйста. Вот так это выглядит снизу. Это ужасно. Это отвратительно. Там было чуть-чуть получше. Но мы тут, естественно, почистим это все. Но вот так делать не надо было, конечно. Надо более аккуратно относиться к таким вещам, как по мне. Ну вот это попало, тут ляпнулось у кого-то, да? И так рукой потом расшлепал, все размазал. Вот так вот. Ладно, мы это почистим. Во что бы то ни стало, все равно. Но лучше бы так не было. Так, отворачивал этих мигалок. Сейчас попробуем вот эту вот штукатурочку. Как говоришь, что остров называется, откуда этот Тимати? Ну, не спрашивай меня. Ну, такой остров, там тети в Греции. Там тети развлекаются, знаешь, вот этот вот Тимати такой. Или это обычный? Что, люди
людям рассказываешь, они не знают такого. Или это обычный все-таки кематий? Обычный кематий. Обычный. Это просто обычный кематий. Угу. Ну ладно, сейчас будем это самое. Ты будешь держать, я буду чистить пытаться. И не сломать при этом вот это вот. Это сложно. Так, сходила вчера в Черную речку СПБ. Есть такая тема, там продают инструменты. Вот этот инструмент, он из этого самого. Из любимого медтехники, это медицинский. А вот эти уже как бы приколюхи нет, не медицинские. И этот был когда-то вот этот с зубиком. Это был когда-то вот такой же, похожий. Вот. У него тут долото такое, вот отсюда. Не знаю, видит камера, не видит, я покручу вот так. Тут долото, а с этой стороны такой, как бы, не знаю, мягкая штука довольно. Ну или твердая. Этот был такой же когда-то. Вот этот. Вот такой он был тоже. Ну, жестче даже чуть-чуть. Короче, 1500 рублей. 1500, 1560 рублей, 1560. Я помню их по 250. О, синдром утенка. Короче, вот это. Не знаю, сейчас она мне не подойдет сюда, это долото дикое. А может и подойдет, не знаю. Надо попробовать. Я еще, он видно, прям пишет она. Это красочка, она потом сотрется, скорее всего, черная почему-то. А нет, можно делать что-то. Аккуратно. Очень аккуратно надо тут. Эти, вот это мел белый. Так, я убираю эту штуку, мне она сейчас не нужная. Это мел. Эти. Ну, попробуем тут, что у нас тут? Тут идет выкружка. Нет, не выкружка, это валик. Сучек валика. Нет, не выйдет. И попробуем вот так. Тут надо очень-очень аккуратно с этими чуваками, потому что, ну, залепили штукатуркой, черти. Чем поделаешь? Это тебе в глаза летит, да? Да, прям в глаз. О, и прям глазик улетело. Ну, И прям в камеру. Ну, боже мой. Не выйдет тут. Он до гипса она сдирает сама. Это не я сдер, я вот только что отодвинул как бы эту штуку. Отплёхнул ее, штукатурку, она прям до гипса. Что, опять тебя летит? Ну не смотри ты прям туда. А тут цветочек вот этот, это будет весело. Вон видно. Она счищает, прям убирает вот это такое зеленовато-желтое что-то, это олифа. А вот она как бы штукатурка туда влипла, и, видимо, она ее и убрала. Вот так, ну-ка, как у нас идет, вот так, вот так. И это что-то лишнее тут. Угу. Угу, там, где был мел, сразу с мелом ушло. А тут будет сложнее. Тут будет много сложнее. Давай наоборот пойдем. Сюда не вижу. Ну, все влипшее, туда же тоже есть рельеф. И они туда рукой вот так вмазали. Ой, я ничего не вижу. Ага, вот. Вижу. В себе в глаза теперь. Не очень-то весело. Ну, что-то надо... О, раскопал чуть-чуть. Так, я его вижу, он шатается. Там этот кусок. Чуть дальше 20. Поясок. Чик. Поясочек освобождается. Видите? Видите? Тут вот залипает, у них любит вот тут под яичком. Яичко. Под яичком залипает. Угу. Знаешь? Такое. Чисто. А тут надо как-то агрессивно действовать, поскольку оно влипшее туда, оно не хочет само. Так. Теперь применим хитрость. Деревяху возьму, и можно поддавливать что-то, попытаться где-то подвыдавить. Но тут сильно залипло. Что? Ничего. Что? Ну что? Да, не быстро, что делать? Некоторые вещи будут быстрее происходить, но эти вещи происходят медленно. А почему? А потому что надо было просто сюда не ляпать. Просто не надо было так делать. Или закрыть, или еще как-то. А теперь, чтобы один раз кто-то ляпнул, я секунда времени вот так стер, да, и сколько времени надо сейчас возиться, чтобы это очистить. Так, у нас идет вот так. Видите?
Вот так. И вот так, и вот так. И вот тут, и вот тут. И вот тут. И вот так. Ну, я вот здесь сделаю паузу. Кисточку проведу. Кисточку. Так мы, собственно, и все чистим. То есть раз что-то в грязную убрал, промел, потом еще раз надо будет, потому что сейчас мы не видим. Никто этого, ну, как бы, надо обладать хорошим таким, наверное, пониманием, как оно должно выглядеть. Чтобы лучше видеть, надо бы, конечно, чуть-чуть увлажнить. Чуть-чуть, слегка. Не смачивать, как бы, сильно, а на контрасте, чтобы посмотреть на него. Ну, так издали просто чутка. Вот так. Оп, и все, и видно. Угу. Удобно тебе там? Да, как неудобно. Удобно, мне очень удобно. Угу. Есть цветочек. Кисточка. Кисточка. Тут никак без этого, но влипший сюда, и поэтому чуть-чуть уходит это самое. Не то, что я делаю, царапаю. Вот я пытаюсь царапать. И то я не могу стереть, да? Олифу эту. Она там сходит. Сама. Тут так вот должно быть. Кисточка там туда, и так, 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 так. И вот так, и вот так. И еще так, и вот так еще. И вот как-то, может быть, даже так. И вот. А вот. Или не вот. Всё? Почти. Вот тут. Эти. Эти. Можно как стеком работать. Кончиком кисти. Аккуратно. И еще разок. Ну, за раз оно не выйдет, а вот за несколько раз прекрасно все выйдет. Штукатурка. Нормально? 8 минут. 8 прошло. минут? Говорят, 8 минут прошло. А вот. Сколько мы? Один этот самый очистили только. Одно яичко. А их тут вот сколько. То есть 8 минут ушло, чтобы вот так расчистить, да? Если смело, это делается, конечно, намного быстрее. Ну вот, а кто-то вот так вот ляпнулся, вот так вот наделал гадостей своих. Это хорошо он сделал? Нет, это сделал плохо. Так не надо делать. Если вам предстоит что-то делать, вы видите такое, лучше так не делать. Будет чище карма. Не такая, конечно, чистая, как вот эта вот. Ну ладно. А ты что? А у меня попроще. Я уже Ну, это сняла там. такое. Ты уже сняла такое. Да, вот такие вот гадкие штуки. Тоже надо аккуратно все делать. Ну, хороший получается. Красиво. Вот так тоже тут меньше было, конечно, забито, но красиво. Твой любимый. Обычный, любимый, обычный кематий. Обычный. Ну ладно. Объясняй потом, почему мы так вот... Да. Потому что это кематий. И это, собственно, кематий тоже. Это ионический кематий, а это лесбийский кематий. Знаешь? Это необычный. Ну, точно обычный, но лесбийский. Потому что остров Лесбос, вот почему. Если я этого еще где-то не говорил в этом ролике. Если сказал, то и ладно.
Смешно, потому что девушек смешно смущает. А знаешь, какой это киматий? Обычный. Обычный. Конечно, это обычный киматий. Угу. Всего каких-нибудь полдня, да? И у вас будет прекрасный ионичек. Чистенький, красивенький. Вот это все было залеплено. Теперь это разлеплено. И мы пойдем дальше, потом мы дойдем до того момента, как мы кое-кого водрузим вот сюда. Надо будет придумать конструкцию какую-то. Нам осталось вот чуть-чуть. Тут и розеточка еще сочная. А ну-ка, давайте посмотрим на сочность ее. Оценим ее сочность. Ага, вот такой завиток. Вот такой завиток красивый у нее. Очень красивая, очень красивая. Она вся грязная и пыльная, но когда она расчистится, и даже снизу будет заметна вот эта вот завитулька. Красавица. Принцесса, говоришь, на горошине? Там полная гора мешков мусорных каких-то. Вот так вот, такие мы грязнули. Вот так мы любим. Да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а чего? Почистили мы периметр. Почти почистили, но надо будет еще туда запечную жизнь там организовать. Надо будет туда добраться. Для того, чтобы туда добраться, надо будет снять вот эту вот урну, вазу, что-то вот это вот все вверх надо снять саму, как бы, над печкой. И там я что-то придумаю, закреплю, наверное. Тут две несущих стены, я смогу закрепить плотно какие-то бруски, чего-то, короче, сделаю помостик там, чтобы можно было добраться до этого катуша. Пока туда, ну, не хочется наступать туда сверху на печку, потому что, ну, это может быть опасно, можно там провалиться, разломать что-то. Так что, ладно, осталась еще розетка, очень красивая розетка там. Она вот так, наверное, от центра, я думаю, наверное, 1,20 м на 80 см, скорее всего. То есть она где-то 2,40 на 1,60 м на 1,50 м, вот так. Сейчас пойдем поближе посмотрим. Вблизи вот такая, а снизу присяду, вот такая она. Ну, у меня не влезает она вообще в объектив, хотя уже 1,5 метра, наверное, от нее, вот я прилег тут на эти самые. Вот. Вот такая она. Очень большая, очень красивая. Вот такая. Мне больше всего нравится вот этот вот завиток. Вот такая форма. Оно все сейчас не читается, поскольку все грязное, пыльное. Но когда это расчистится, это будет прям читаться уже прям снизу, я уверен. То есть потому что снизу смотришь, оно все сливается таким каким-то одним пятном безобразным. А когда чистое будет, оно все будет сразу видно. Появится рельеф хороший здесь. Это прям, да, мороженка вкусная. Можно подместить чуть-чуть пыли, вот эту кирпичную. Тут, видимо, я думаю, что тут же есть вот эти несущие стены, да? И, скорее всего, я там смотрю, там кирпич, и он чистый довольно. Скорее всего, просто корчетками очищали кирпич. Ну, и тут творилось кое-что. Этакое было тут происходило. Ну, вот. Забитый рисунок полностью, да. И поэтому, да, много кирпичной пыли, но это ничего такого. Это никак нам не помешает, надеюсь. Так, давайте посмотрим на нее еще раз снизу и приблизим, и потом также посмотрим на расчищенную. Смотрим, вот такая розетка, вот такая большая, вот моя рука на ее фоне вообще. Вот такая большая розетка, и вот вблизи какая она такая, цветочки там есть. Трильяж, кстати, тут будет очень красиво, когда это почистится. Тут прям что-то будет происходить красивенькое. Угу. Вот такая она сейчас, вот, и вот здесь, вот так. Ну вот, иного я и не ожидал. Да, классно, хорошо почистилось все, как будто бы целенькое, кроме вот этой вот мороженой завитушки. Вот так получилось хорошо. Чистенько почистилось все. Это следы именно этого самого. Это не следы инструмента, не-не-не. Это как бы модельщик оставил вот эти вот, видимо, царапкой, да? Царапкой поставлял следы. Где-то вот есть такие, видно, чуть хлопушки вот этой вот оливки. Как бы олифа тут была, чуть-чуть как хлопья. Мы еще будем ходить, везде просматривать. Может, где-то чуть-чуть возьмем там какую-то наждачку, чуть-чуть аккуратно еще раз пройдем. Потому что если сейчас сдирать, то можно нацарапать. Вот наждачкой как-то проще убирать вот эти вот прям хлопья, такие маленькие, но они не нужны здесь. Вот. Вот так, вот такое оно, да. Вот так получилось, все. Он шаткий, он шатается. Я сейчас прям оставил для того, чтобы снять видео. Но видно, вот, видно, да? Он шатается, он сильно шатается. Вот этот кусок хорошо примазан получается. Понятно, что розетка, она где-то здесь закончилась. Вот это была отдельная деталь, а это еще какая-то отдельная деталь. И она прям сильно вот это все, вот
сильно шатается, но я не хочу это убирать и снимать. У меня есть подозрение, что там могла быть вот на крюк где-то проволока быть намотана, как-то, чтобы оно как-то там держалось в кучу, или как-то это заармировано. И поэтому я его обвяжу просто пакетиком, как-то скотчиком, потом обвяжу сверху, чтобы не упало, чтобы висело на месте. Тут ему будет безопаснее всего оставаться. Но поскольку я вырывать его не хочу, оно чуть-чуть дергается, чуть-чуть ходит, чуть-чуть. Нормально. Хорошо, все хорошенькое, чистенькое, красивое. Ну, там утрата была. Ну, ладно, туда, видимо, проводили, может, провод где-то был, еще что-то. Неважно, это небольшая утрата такая. Вот так получилось. Такая красивая розетка, крупная, очень крупная. Я говорил, сколько я говорил, я не помню, это я скажу еще раз, потому что я ближе. Тут 130, наверное, даже. Я думаю, да. От центра, от крюка 130. Туда и сюда, от крюка сюда 90, наверное, 80-90. То есть от центра получается 260 на 170, где-то на 190, на 180, вот так она. Большая, конечно, большая. Вот, и крюк латунный. В одной из комнат там мы находили, я где-то, по-моему, не снимал даже латунный, по-моему, крюк. Я тоже его не буду трогать, чтобы он лишний раз там влага не попадала. Он перемотан изолентами всякими, видимо, чтобы висела люстра когда-то, чтобы она не скрипела, чтобы не было скрипа здесь какого-то. Видимо, для этого перематывали крюк. Я чуть-чуть попробовал, потыркался, там, попыкался. Ну, думаю, не буду счищать, так что пускай будет так. Потом, в самом конце, я думаю, что если этот крюк останется здесь, то мы его начистим, просто чтобы красивый был, чистенький. Можно даже лаком его покрыть, ну, чтобы как бы красиво будет. Ну, и здесь, наверное, будет люстра. Должна быть люстра здесь. Не знаю, посмотрим дальше. Очень хороший вид открывается. Фактически все почистили здесь. Вот. Картуш, да, видно все, как композиционно работает, да, вот сюда вот завитушка, раз, выходит сюда, и вот такая же ей навстречу выходит. Вот так это выглядит снизу. Вот там и вот там, вот так. Ой, как, ну, чего уж. Сделано очень хорошо. Я имею в виду с самого начала, от проекта, с самого начала. Да, и останется нам только там угловой над печкой. Вон печка, и там угловой. Не достать нам пока, безопасно туда. Так, чего, продвигаемся дальше мы по этой комнатке. И там существует теперь запечная жизнь. Самая удобная лакшери печка вот там. Сейчас поднимемся, посмотрим. Эй, привет. Сейчас поднимемся к вам. Ну и как вам там работается? Люкс условия. Мы сделали девочкам там это самое. Настил я туда вон сделал. Прям. Там мешков каких-то себе. Тут печка, между прочим. Мы тут прям над печкой. О, и тут можно ковыряться. И расчищать всякое разное. Очень весело. Или не весело? Весело. Весело, огромный картуш, веселый. Это лучше для тебя условия? У тебя таких еще не было Да. в жизни. Если вспомнить расстояние, вот такие вот были, я туда залезала, то тут прям вообще идеально. Там можешь сидеть, кувыркаться. Всякое разное. Весело. Так, закончили мы в этой комнате. Закончили расчистку, полностью все расчищено. Это у нас получается третья комната входа. Дальняя такая, с таким вот эркером, без окошка, да? Готово, все хорошо, все классно, очень красивая розетка. Она очень большая, такая, ну, в этом самом, в экранчике камеры она очень маленькая. И на смартфоне будет маленькая. Да, ну пойдем через одну туда. Там у нас грифончики ждут нас. Грифончики нас поджидают. Тут у нас уже грифончики есть, уже вот эти углы у нас ранее были расчищены. Вот такой блок у нас был расчищен, ну и мы пошли как бы дочищать полностью. Тут завал и мусор, и я туда не пойду в центр. И в центре будет, мы будем изымать вот этот кусок штукатурки, там видно, я думаю. Где-то когда-то раньше здесь была, естественно, была розетка, но это было очень давно. Это было еще в начале 20-го столетия. Потом появилась здесь перегородка, товарищи коммунисты ее здесь воздвигли. И излишества в виде розетки они удалили здесь полностью. Предстоит нам ее когда-нибудь вернуть, но мы сейчас расчищаем, поэтому мы к ней не пойдем. Пока это потом, конструктивы эти потом будут проводиться. Так, а в этом что? Чистим. Пойдем к ним, посмотрим, что они там начищивают. Снизу это казалось, конечно, маленьким, а на самом деле ничего не маленькое. Ну-ка, вернем. Видно вам? Видно. Здравствуйте. Угу. Здравствуйте. Ну ты мне в нос прямо. Что в нос? Воткнул камеру. Воткнул в нос камеру. Привет.
Так, чего? И здесь я не снимал, как мы чистили. Мы потом пойдем, вот куда дойдем, у нас еще один такой угол остался. Вот там посмотрим, как он был грязный. Они одинаково грязные. Так, были одинаково грязные все. Вот такой он расчищенный. Конечно, фестоны вот эти вот. Мы дочищаем сейчас. Мы уже прошлись, полностью расчистили. Что-то не успели вчера, только вот эти области возле фестонов. Что, не все дочистили? У меня есть комментарии, но не... Они излишни. И вот так не надо делать. Вот так вот вылазить. И вот так делать нельзя. Понятно? У нас это самое. Тут детская ошибка допущена. Да, мы не успели дочистить. Ошибку он допустил. Студенческая, дилетантская. Какая? Снизу не посмотрели? Конечно, не почищена. Мы не успели. Да, Понимаешь? конечно. Не успели, не, реально не Тут успели. только фессонов чуть-чуть. Ну, тут же Я нету смотрела, ничего. Тут везде надо проходить. Ну, везде. Везде вообще. Точно везде? Или Да. может быть кое-где, а не везде? Везде. Ой, ужасно. Короче, чего? Это практически дочищено. Вот он, красавчик, хвостатый дружок наш. Эти. Ам. Ротичек. О, грифончик. Ну, они сейчас, конечно, не читаются, так как они читаться будут, когда будут покрашены. Но сейчас они чистые хотя бы, они чистенькие. Вот так все выглядит красиво, классно, все прописано. Но и такие фасадные, прям скажем, это фасадные размеры. То есть все крупное, особенно, ну вот в этой комнате особенно, все очень такое прям выразительное и крупное. Тут никакой мелкой какой-то движухи особо не было. Ну вот здесь я вижу чуть шубка только какая-то, чуть-чуть шубка вот здесь. По-моему, здесь еще шубки бывают у них, да, вот здесь. Вот здесь шубка чуть-чуть. И все, больше ничего такого. То есть это все имеет такие фасадные размеры. Прям лист, так значит это лист. Фестон, вот это фестон, размер его, это под такое, под нормальное окно. Ну вот моя рука для сравнения, да? Вот он такой большой, огромный. Цветок тоже огроменный. Грифон, вполне себе достойный грифон для того, чтобы ему украсить какой-либо фасад, наверное. Вот такой большой. Вон, Саша по сравнению с грифоном. Ну вот. Да, надо дочищать снизу, особенно снизу, вот отсюда. Там, где неудобно, вот там, прям вот там. Вот аж здесь. У тебя И шнурок здесь. развязался. А? У тебя шнурок развязался. Я знаю. И вот так. Так это выглядит. Тяги. Сами карнизы. Карнизы в очень хорошем состоянии. Все здесь классно с ними, все с ними хорошо. Они плотные такие. Мясо, кусок мяса. Мясной карниз. Вот такой он огромный, он очень плотный, он очень классный и крупный. Но здесь везде допущено штукатурами, у которых не стояло цели. У них никогда не стояло цели приходить как-то красиво и правильно в эти карнизы. И это будет большая, уже ведется такая работа с заказчиком, с дизайнером, с архитектором, как бы нам всю эту движуху обыграть. Может быть, даже это покажем, как мы будем обыгрывать. Скорее всего, покажем. Потому что здесь вот так. То есть здесь на штукатуре видно. Вот. Ну, ты тут толпишься везде. Вот Ксения тут вчера чистила, и она дошла до родного. Вот там родной спрятан. Вот на такой глубине получается, да? Вот так. То есть надо будет что-то потом, может быть, с этим делать. А так все в очень хорошей сохранности. Очень хорошее. Все плотное, все классное, все покрыто, все вот это вот. Оно прооливлено, все хорошо. Но местами где-то оливка, может быть, чуть-чуть сходит. Это нормально. 130 лет почти, это норм. Вверх, если у нас есть комната, а мы дойдем до нее, да, где много геометрии, и там потолок, там вообще по-другому, он перешпаклеван гипсом, то здесь, в этой комнате, мы можем видеть, что это стандартный такой вот расклад. То есть здесь затирка известкового гипса, известковой песчаной штукатуркой, скорее всего. То есть здесь обычный потолок, обычный, как стандартный, как он всегда у нас попадался. По-моему, это все-таки известково-песчаная. Я их специально не ковырял. Но вот это вот понятное нам. А у нас есть комната одна, где это все прошпаклевано гипсом. Где есть гипсовая накрывка еще сверху, прям гладкая, чуть ли не глянцевая. Там вообще лакшери. А это просто норм. Это просто норм и крупно. Вот там сколько это крупно. Жирно. И когда я где-то, по-моему, в первом ролике говорил, что тут 60 сантиметров, 50-60, я, в принципе, не сильно ошибался. Вот я так прикидываю, да, здесь около 60 сантиметров высота этого карниза. Вот так. Он по размеру может понять, где он, как он идет. Ну что тут? Ничего, чисто. Мы хотели он что показать. Вот где оно прячется все обычно. Вот там, я думаю, камера может как-то увидеть. Вот здесь прям. Это неудобно ниоткуда нам вообще. Это всегда неудобно там делать. Там, где неудобно. Вот это надо обязательно делать. Вот оно аж.
Вот там неудобно. Да. Тут даже камеры не видно, надо приходится вот так делать. Чтобы вот там увидеть за листочком, вот там кое-что. И вот такие вещи, вот видно хорошо, вот здесь. Он вываливается прям. Это вот очистка много времени на самом деле занимает. Потому что ты когда все убрал, видимое, например, вот плоского грифона, вы слишком плоский, товарищ грифон, его же легко, да, отсюда убрал, а вот отсюда, когда начинаешь, вот отсюда где-нибудь, вот, отсюда надо, тут тоже есть кое-что. И вот здесь у нас кое-что есть, да, очень удобное нам, вот так вот, как бы не видно ничего вообще. В общем, как обычно, ничего такого. Вот тут самое гаденькое, вот это вот, за фестоном в этих его завитках всяких, за цветочками прям. А сделать надо, потому что оттуда будет максимально отваливаться краска, если мы это ставим. Вот. Чистили, а камера у меня рядом тут валялась, не спускал ее вниз. Я вспомнил, что хотел показать. Хотел показать соль. Вот здесь чуть-чуть местами есть, как по мне, может быть похоже что-то на высол. И вот оно такое. Где-то здесь я еще видел, да, вот. Вот оно. Ну-ка я отвернул эту мигалку дикую. Так не будет видно, да, ничего? Наоборот. Наоборот лучше стало или что? Ну, сейчас не видно, наверное. Или, может быть, камера видит, вот она такая. И причем вот в этой левой стороне, как бы, картуша, там меньше, а здесь больше. Вот еще найду где-то. Так, мне там, я пытаюсь поставить этот свет как-то, вот мне не поставить, но тут хирургия настоящая, не знаю, камера заметит, вот где, за кончиком, вот она. Что-то похожее такое, как песчинки. Может быть, что это и соль какая-то. Но мы механически сейчас еще будем сметать, мы механически еще уберем, то есть кистями еще прометем. Может быть, но вот в той стороне я не видел такого. Тут фасад с этой стороны, как бы, должно быть течь там, но почему-то, может быть, как-то затекало, подтекало там под полом, и сюда что-то протекало, как бы в перекрытии. Может быть так. Не знаю, но я вот здесь, я чистил с этой стороны, и специально когда ходил, смотрел, там было меньше или вообще не было по сравнению здесь, потому что здесь я массу, конечно, убрал, основную то, что видел. Где-то как будто бы чуть-чуть, как будто бы солька такая, пушистая, песчаная штучка. Да. Ну, вот так-то вот. Вот он, готов. Готовенький. Вьются тут. Завиваются эти самые. Туру обвивают. Обвивайте туру. Везде тут. Ай. Так, ну что, последний, который крайний, который единственный оставшийся у нас, грязненький. Вот так он выглядел грязненький. Они все были одинаковые абсолютно. Вот так это выглядело в грязном виде. Ну, не почищенном виде, то есть не убрана даже пыль вот эта кирпичная. Здесь, по ходу, перед нанесением этих вот этих штукатурочек новых, здесь, по ходу, может, щетками кирпич обрабатывали, поэтому везде такой слой. Вот. Поэтому все имеет вот такой вид. Все довольно-таки грязненькое. Где-то что-то даже отваливается мелом, кусками, пачками, а где-то сидит. Особенно вот здесь, вот в таких вот местах. Так что вот. Вот так выглядел тот первый. Ну, этот тоже, когда почистил, будет выглядеть как тот. Что ж такого? Да. Ну, вот так. Вот так вот. Грязненький, много слоев мела. 120 лет мела. 130 почти. Угу. Вот так вот видишь. Вот так вот. И вот так. И мне глубже просто не присесть, мне надо будет лечь, чтобы он поместился в этот самый. Так что я ложиться я не хочу сюда, на эту штучку, на эту туру. Тут тоже солька почему-то. Либо это солька, либо что-то, какая-то типа красочка непонятная. Вот она. Но очень так по прикосновению оно похоже, как будто там какие-то то ли песчинки, то ли может это какое-то покрытие, которое потом в нем что-то происходило, какая-то химическая реакция. Но вот здесь меньше. Что-то в одной точке как-то больше. Вот здесь меньше, здесь нету, вот здесь нету, а вот здесь есть. Странно. Не должно бы быть соли здесь особо. Мы не на самом верхнем этаже. Ну, не знаю. Ну, пока так. Так, а чего? Закончили мы комнатенку эту, но по центру ее не делали, потому что там надо будет, скорее всего, вынимать, тут где розетка была, надо будет сюда делать розетку, вынимать штукатурку, и плюс тут какие-то завалы места, я не хочу их разбирать, тут ящики, мешки какие-то, дичь, короче, я не хочу этим заниматься. Ладно, дочистили мы, получается, эту комнатку, на этом закончилось все наше легкое.
Легкого больше не будет. Это было, ну, как бы здесь они простые, фасадные, понятное дело. Простой карниз, без порезки, без ничего. То есть это было самое, скажем так, легкое. Пойдем посмотрим дальше. Мы пойдем сюда. Будем двигаться постепенно. Здесь отметаем. Вот такой картушек. Огромный, да. Кто там говорил, что не верил, там, что в размеры, вот тура 2 метра. Если что, друзья мои. Вот она ровно стоит вот так. 2, вот так. То есть картуш 2 метра, туда влезает еще тура и еще 2, это 6 метров. И туда еще остается сколько-то. И так 9, около 9, то есть тут прилично, прилично. Там говорили, там что-то квадратов 40, наверное, нет, здесь больше 40, здесь 60, наверное, 60 с копейками. Вот эта комната у нас. Так что вот, придется сейчас нам хорошенько поработать, потому что мы дочистили, кстати, низа. Низа здесь в углу было очень сильно залеплено. А потом я когда поднимусь, покажу, как там получилось. Посмотрим, как здесь будет идти работа. Ну, это надолго. Мы застрянем надолго. Оно как бы снизу кажется, что это ни о чем. Там сейчас, а ну, когда себя поверну. Там Саша говорит, в парке 300-летия, по-моему, повесили огромные какие-то флаги, полотнища такие, как полфутбольного стадиона одно. А она там была, говорит, картинка вообще не передает. То есть ты смотришь как бы на фотки, ну флаги и флаги, ну большие, ну ладно. Говорит, когда ты под ним, ты рядом находишься, говорит, это развивается просто, там легчайшая ткань, и там полтонны весом эти флаги. И говорит, ты вообще, ты такой стоишь, как так может быть, там что-то какие-то 150 метров высота этих самых флагштоков только. Поэтому у нас тут, когда смотришь, даже я смотрю, вот как я смотрю, вот визуально мне, вот я снизу смотрю вверх, и мне кажется, ну так, ну есть кое-что, да, это так. На самом деле, когда ты рядом с ним находишься, оно огромное, оно просто, его везде, везде вокруг тебя, одно оно. То есть одна лепнина, которая требует внимания и рук. Угу. Да, она не может обнять, вот, картуш не может обнять, конечно, он же 2-метровый, он 2 метра, даже чуть больше 2 метров, вот такой же. В размахе он такой же, то есть она не может обнять даже. И даже картушек несчастный обнять не может. Ну. Ой-ой-ой-ой. Видишь? Что везде сделали не так. Как, почему не так? Потому что почему не здесь, не Почему здесь, гвозди здесь? там? Да. А, Почему вот. в лепнине? Почему? Потому что здесь самое толстое место, ты чё? Ну, не стыдно тебе? Ну, хоть чуть-чуть бы тут поделать. А там тоньше, там вот так Попроще деталь, было. скорее всего. Почему, кстати, да, почему обычно гвозди, вон гвоздь видно, почему обычно гвозди делают каких-то таких в рельефе самом? Потому что там толсто, там точно ты, а это гвоздь, его вбивали прям туц, вот так, там сейчас стучат рабочие, вот так же его вбивали прям в доску. Поэтому в самых толстых местах обычно, вот толстое место, вот тут примазка, я ее прям вижу сразу. Вот она. Вот она. Ну вот она тут, я ее вижу, вот она пытается выпасть. Она там есть. Можно ее, конечно, руками достать, но надо бы инструментом, ладно. Она там есть, видно, что она там есть. В самом толстом месте, естественно, в самом толстом, и туда причем. Там несущая стена, за ней кирпич, то есть били куда-то вот туда. Либо там что-то еще, какую-то доску проложили, чтобы было. Но мы не будем разбирать это, чтобы проверить это все. Так, здесь видно, была стеночка когда-то. Вот здесь перестеночек был, но давно. Поскольку вот этот вот слой мела, он есть здесь, здесь и здесь. То есть когда-то это была как бы одна большая комнатка, получается. Потом ее еще разделили. Как-то вот так, очень интересно. Угу. Ну что, как-то вот сколько достаю, и сюда еще вот сколько-то, да? Вон у меня какая тура, тут еще под 2 метра тоже. Тут 7 точно, 7 с копейками, 7,5, может, метров. И вот так кирпичом тут, походу, шлифовали кирпич когда-то. Это новая штукатурка. И здесь шлифовали кирпич. Поэтому здесь везде кирпичная пыль. Ее обязательно надо удалять, поскольку кирпичная пыль это что? Керамика, и она не впитывает воду. То есть, если обычная пыль, наличие где-нибудь чуть-чуть там обычной пыли нам как бы и норм, ну, пускай будет где-то чуть-чуть, то вот в таких местах надо обязательно удалять, поскольку воду она не впитывает. А мы сейчас продемонстрируем. А вот я набрызгаю чисто ради прикола. Ничего не происходит. А ну-ка сюда. И здесь ничего не происходит. То есть, она как бы отторгает воду, видно, да? Она отторгает воду. Угу. Не дает нам намокнуть. А вот если сделать где прометенное уже, тут мигает, ну и ладно. Вот видно, сразу промокает. Ну-ка.
сторону получится убрать. Ну да, вон брызнул, и сразу видно, где промокло. То есть, где пыль не мешает. Там отмели только что. Вот так это работает. А вот здесь, где пытался смачивать, ничего не работает. А вот здесь, где пытался смачивать, ничего не работает. Тут поэтому обязательно надо удалять. Хорошо прометать просто. Хорошо так делать всегда. Кисточку взял аккуратно, спокойно, никто не гонит никого никуда. Можем позволить себе делать хорошо. И должны позволять себе делать хорошо. Такие работы начинаю вот прям с обеспыливания вот такого вот. Аккуратно, аккуратно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот. Прометать, прометать, прометать. И так все вот это вот огромное, огроменное. Вон такая вот Ксения. Да, на фоне маленького картушика снизу. А он в разлете 2 метра. Она обнять его не может. Ну вот пытается даже. А ну попробуй еще раз. Ну давай. Вот. Вот это же не может достать до него. Вот так вот. А у нее рост 175, по-моему. И вот так. А ну-ка еще раз. Никак не могу. Не так не могу. И так не вот может. так вот И не так могу. не получается. Никак не И так не получается. Никак не получается. В общем, да, тут мы застрянем даже вот на этом блоке работы застрянем мы надолго, потому что тут и вот такое всякое. Тут у нас и трильяж, тут и листочки, завиточки, поднутренница. И еще попадется нам где-то вот эта вот гадкая песочная примазка. По-любому. Такого быть не может, чтобы ее не было. Тут она тоже где-то будет. Вроде чистил, кусок почистил. Так много, да? Спускаешься снизу. Ну, вообще ни о чем там. Маленький. Тут надолго. Мы уже побольше, чем полдня тут сидим. Так оно помаленьку это самое вычищается. Здесь легче, чем там было нам. А я обещал, что покажу. Потом, может, посмотрим еще. Потому что тут нету этой залипухи цемента. Это же была одна комната, вот понятное дело, да? Вон туда видно, что это была как бы отдельная комната. Вот. И здесь полюбляли мазать цементиком. Вот. И есть места, где мы не трогали, чтобы не ранить гипс, чтобы не вредить сильно. Мы как бы оставляли чуть-чуть, ну, он как бы там, где влипший, прям уже в рисунок. Мы такое не трогаем. Это неправильно, так, по моему мнению, делать. Ну-ка. Так, попробовал, отвернул этого чувака. Так что тут осталось, если чего осталось, вот эти пятнышки, то они остались как бы уже где-то в углублениях или как бы очень сильно залипшие. По-другому здесь никак не сделать было бы, чтобы прям идеально чисто. А в целом, да, в целом оно чистится здесь легче, потому что нету этой корочки дичайшей. Но все равно не отменяет того, что надо чистить ручками аккуратно, по чуть-чуть прочищая. Вот так. И потом кисточкой. Какой-нибудь кисточкой прометаешь, да. Ну, как бы тут оно так работает у нас. Потом можно еще раз вот так увлажнить, чтобы проявить себе. А где же тут что было, да? Проявил, увидел, где. Как только проявил, посмотрел, и еще разок надо почищать. Но это я поспешил, чуть надо бы, чтобы впиталось. Ну, как бы вот так. И еще разок потом прометаешь. И так это раза 2-3 получается приблизительно вот так. То есть, видно, кстати, вот здесь, тут, видимо, замазка, да? Тут было замазано, да? Было. Чем-то жирно, потому что видно, что слетело, это не вычищено так. Так не должно быть. Вот так хорошо, когда чистится. Когда у нас остается олифа, вот здесь. То есть вот это вот слойчик такой, желто-зеленый, не знаю, ржавенький такой. А здесь вот прям, она, видимо, что-то было намазано, как Ксения чистила, и оно как бы слетело прям, олифу забрало с собой. Ну, тут разрыв был видно. Что тут была стена у них когда-нибудь. Мы это будем восстанавливать, конечно, способом копирования. Потом снимать форму. Снизу вот так же тут тоже не хватает куска. Ну ничего, вон видно. Залеплено прям цементом было. Каким-то, да, что-то типа алебастер, цемент. Вот такое. Ну да, не быстро. Снизу, когда смотришь, посмотрим, сколько мы за день начистим. Ничего мы не начистим тут. Вообще ничего. Ну да, как-то так. Ну, быстро не идет. Оно идет, как идет. Слава богу, идет как-то. Но здесь идет намного легче, веселее просто, чем шло там, потому что там корочки были. А сколько говоришь? 20 минут прошло? 20 минут. Сколько ты почистила? Вот тут вот чуть-чуть. Да, в реальности мы, я не знаю, сейчас, наверное, бликуют эти камеры, мы в реальности почистили за день вообще ничего. Ну, если снизу смотреть, сверху-то его много, оно все вот такое вообще, вот такое растет над тобой, а тут вот так как-то. Это я к чему? Что это медитация на самом деле, вот как бы, а ну-ка на себя. Это на самом деле некая медитация. Люди за это деньги платят, чтобы им
в их специальных условиях, им организованных, чтобы им позволили вот так вот, чтобы время пролетало для них, чтобы они растворялись как бы в бытие своем, да, чтобы вот так раз и растворились в мирском или в каком-то там возвышенно-духовном, и для них вот это вот время пролетело, они такие раз там, и так, я классно помедитировал, а вот мы так классно медитируем, особенно сейчас, особенно на расчистке, это как бы вот так работает, то есть, что ты как бы встал и раз, и у тебя там час, перекур, что-то курить хочется, да, никотиновая тема, вот это вот час, 40 минут, да, что-то курить хочется, а что уже столько времени прошло, да. А ты вроде бы вот только встал. Нет, ты не только встал, уже прошел час. Как-то так это работает, а для нас это как бы такая вот штука. Это большой плюс такой занятости, на самом деле. Я как бы расцениваю из какой-то такой стоицизм, да, стоицизм позволяет людям благодарить за происходящее. То есть, когда ты можешь сказать, что спасибо происходящему за то, что со мной происходит. Вот мы точно можем сказать спасибо происходящему за то, что мы можем вот так вот встать спокойно и вот в таком благостном каком-то таком трепе, трепаясь туда-сюда, слово за слово. А что, час прошел уже, да, час прошел. Ну, вроде снизу смотришь, вроде ничего, там не поделано особо, а там подходишь, сколько поделано. Очень интересно, так, своеобразно. Такая, скажем, некая в чем-то даже духовная практика получается. Несомненный плюс таких занятий. А минус, мы знаем этот минус, да, что сейчас мы чистим, и радуемся, и кайфуем. А потом мы за каждую секундочку вот этого мы потом заплатим. Пока неизвестно чем, но мы по-любому заплатим. Где-то там пойдет какая-то трудность, где-то еще что-то, где-то надо будет что-то шкурить, еще что-то делать. Так бывало всегда, и так будет и теперь. Это стандартно. Чем больше мы радости получаем, чем больше какого-то такого на расчистке, тем больше потом это нам вернется. Закон баланса. По-другому не бывает, только так. Не знаю, камера увидит, не увидит. Но это чуть-чуть просто ряд вот порезочек и все. И это, да, вот целый день вот так улетает. Это еще не дочищено, это надо еще просматривать и дочищать. Но вместе с тем, что ты говорила? Как ты говорила, что это, какое измождение. Ты сама измождение. Да. Что ты говорила, что есть люди, которым не нравится то, что они делают, которые живут всю жизнь, выполняют работу, которая что? Что? Забыла, что я говорила, что ты. Есть люди, которые всю жизнь делают работу, которую ненавидят. Работают и ненавидят свою работу. Есть такие люди, много таких. И таких, скорее всего, а некоторые просто недолюбливают. И большинство людей, они просто ходят на работу, чтобы ходить на работу. И потому что они должны ходить на работу. Так поступает большинство. Нам повезло с этим. Повезло тем, что мы любим то, что мы делаем, мы получаем удовольствие. Да, и как говорил, что некоторые идут в специальные медитационные центры, чтобы там совершить некое действие, медитацию отдельно. То есть им нужны специальные коучи для этого. Они платят за это деньги, чтобы просто попасть туда и совершить действие, получить какое-то что-то. А мы в этом как бы волею судеб находимся. Это вот такая вот частичка чего-то здесь происходит, кое-что. И это оказывает, конечно же, такое очень выравнивающее вообще, равняет тебя, балансирует очень сильно. Особенно, когда вот, не какие-то растворительные смывки, а когда ты чистишь что-то вот такой мел, то есть ты такой раз, пришел с утра, встал, хоп, уже обед. После обеда раз, уже вечер, уже домой. И ты такой какой-то ровный, спокойно, ровно идешь домой. Ну, естественно. Целый день медитации. И так изо дня в день. В этом что-то есть, наверное. Так, что мы помаленьку продвигаемся? Почти дошли, там еще десятипорт надо чистить. Почти дошли до печки, делаем насест. Вот у нас мастерица какая-то. Плотник, строительный плотник. Ты же строительный реставратор? Конечно. Или К? Реставратор К. Строительная. Пойдем посмотрим, что она там делает. Я тут напиливаю ей досочек. Она там накручивает. Сейчас сверлит, тут зенькует. Даже закручивает местами нормально, да? Нормально я закручу. Нормально. Вот были бы у вас еще уроки труда. У мальчиков же были, да? Уроки труда. У девочек были уроки чего? Не труда. Уроки ничего были у них. Понятно все. Но зато вот весело же работать инструментами электрическими. Конечно же. Конечно, они прикольные. Вот так, досочку туда, досочку с той стороны, там анкера туда, в кирпичную стенку, и вот отсюда вот так. И вот насест. А тот без крышки, да, мы делаем, по-моему? Да. А там не закручиваем крайнюю, чтобы можно было ногу туда опустить, еще что-нибудь. Что? Не
хочет. Смотри. А, Не дожала. дожала. Аккуратно Пережала. делай. Не дави. Не дави, все будет Вот сейчас хорошо. передавил. Ну не дави. Так, чего? Часть. Там до сюда порт остался с той стороны. А так-то часть мы сделали. У нас же, не знаю, надо будет посмотреть по датам, потом посмотрю, сколько. Мы уже в этой работе, именно в окончательном вот этом варианте, да, мы первый раз же чистили только треть, а сейчас мы дочищаем каждую комнату. Мы уже, наверное, около месяца, я думаю, что плюхаемся. Вот что получается, кстати, хорошо. Тут часть, куда доставали, с этой стороны, вон часть почистили. Вот так. А здесь часть, вон, половинку расчистили, и тут дальше не достали. А тут же надо залезать им наверх сюда. Вот. А здесь не чищено. Вон так выглядит. Забитые песок. А, кстати, ионички вот такие. Ионички тут грязные. И ионички тут чистенькие, красивые. Вот так. Ну, там еще посмотрим как-то. А, кстати, вот он. Трильяжик тут такой чистенький, почищенный. Здесь грязный трильяжик. Ну вот. Он там на жердочке сидит там. Хорошо? Но не устраивай. Нормально? Мешков надо накидать туда, да? Чтобы там на них восседать. Чтобы сесть и мягко было. Нормально. И нормально. Все видно, все хорошо. Ну и слава богу. Таким образом мы избегаем этих печников, ожидания кого-то того, как на той печке было, что там какой-то печник должен был прийти, что-то сделать, никто к нам не идет, и ладно. Ну и пожалуйста. Да. Главное, чтобы железки не было. Да, тут это железная полностью печка. Металл тут везде. Тут металлическое все. Та с той стороны веселее она. Все-таки изразцы там, а тут металл. Ну вот, потихоньку. Так, чего? Тут попробовать мы решили почистить чуть-чуть десюдепорт. Я не буду приближаться туда, потому что мне лениво лезть. Короче, что там получается? Ой, тут везде стоят, везде ваши части тела. Ладно, я покажу. Я не хочу сейчас углубляться в эту тему. Нет. Короче, это зеленая краска, которую мы видим. Это нормальная новая зеленая краска. Она недавняя совершенно. То есть это что-то после 90-х. Под ней есть красный какой-то подслой. Но под ним еще есть мел. И поэтому мы будем ждать дизайнера. С ним мы решаем всякие разные вопросы, пока удаленно. И он должен когда-нибудь к нам сюда подъехать, и тогда у меня будет уже о чем как бы более серьезно разговаривать. Я хочу оставить ему, чтобы он посмотрел, поскольку у него есть идея оставить без покраски кое-что. Значит, у нас новая зеленая краска, под ней красный подслой, и под ним еще родной синий, обычный подсиненный мел. Хочу еще к приезду нашего дизайнера еще здесь кусок этот почистить, вот этого потолка. Я думаю, что надо, чтобы он посмотрел, поскольку там есть некие у него идеи оставить а-ля консервация. Посмотрим. И здесь я к чему? Что здесь, в прошлом ролике я об этом говорил. Ну, мы еще подойдем, наверное, в этом, сколько хочу сделать до самого конца. То есть этот весь блок расчистки как бы будет отдельным роликом. Сколько бы это ни заняло времени, мне так проще потом структурировать в голове все. Здесь у нас был чистый мел, вот эта часть этого потолка геометрического. Чистый мел, много меловой побелки. А здесь мела изначально не было. Здесь какая-то цементная замазка, залипуха. И поэтому при расчистке здесь может получиться так, может так выйти, что там будет другая какая-то колеровка останется. Оно как-то по-другому будет расчищенное смотреться, чем если там, где был чистый мел. И вот к его как бы визиту мне надо бы подготовиться, ему вот такой вот кусочек почистить, чтобы было как бы информация какая-то, чтобы у него была бы, чтобы он мог думать, наш дизайнер-архитектор или архитектор-дизайнер о чем-то. Ты пыхтишь, свет забрал. Я припыхтел, что забрал у вас свет весь, забрал у них свет. Короче, не, решил я показать, а что показывать? Оно местами сходит. Красный подслой, как бы, он есть, вот он. Он местами держится, но держится он на мелу. Вот, я думаю, здесь будет понятно, вот. Например, я его поддеваю, а там мел. Но где-то он хорошо сидит, вот как бы как здесь. Может, где-то смыт мел. Где-то мел, да, особенно вот здесь, в этих местах, вот на этом рельефе, здесь мел сам собой отваливался. Или вот, на этом-то, Здесь вообще нет никакого может, такого красного. родного и не было на вот этих завитушках, вот с двух сторон. Может, тут родного ничего и не было, как бы, мела. Либо он хорошо вымыт, непонятно. Но по факту оно как бы сидит на мелу. Но там мела немного, не знаю, поэтому я хочу оставить вот как есть.
Мы всякому можем потом подойти и расчистить. Пускай специальный человек, который видит, а он специальный человек, кстати, это без шуток, который видит все это развитие, у него есть в голове, как это должно развиваться все, как бы покраска, чем покраска, до какого уровня, то это. И пускай он смотрит, поскольку он у нас есть. Если бы у нас не было такого специального человека, то мы бы действовали по-другому. Но он у нас есть. Поэтому пока вот этот красный, как бы, это минеральная какая-то краска, красный этот подслой мы пока оставим. Пускай местами остается. Потому что где-то он сам с собой сходил. Вот здесь, например. Он где-то сам может сойти. А где-то он не хочет сходить. Где-то прямо он вот здесь, например, плотно держится. Вот. Он хорошо здесь сидит. А это хорошо мигает штука, да? Ну, очень сильно хорошо мигает. Так оно все мигает сильно, не знаю почему. Но все равно мигает, мне никак не сделать, кажется. Не мигало. Короче, здесь он сидит, поскольку мел под ним облетевший был. И вот поэтому он прям напрямую вот в гипсе. Причем здесь гипс. Здесь гипс. То есть это гипсовые тяги вставлены, а здесь штукатурка. Вот так. Как-то тут вот хитро все сделано. Смотри, что под этим красным. Что? Ну, мел там. Полочка, а здесь вот. А, полочка. Ну да, красный скрывает рисунок немного. Да. Я знаю, что там полка. Там много полочек вот этих вот всяких разных. То есть здесь довольно тонкий. Ну, посмотрим. Ладно, я ему дам пищу для размышления, а он дальше пускай с ней делает то, что сам посчитает нужным. А мы же руки, мы же исполнители. Ницы. Исполнительницы. Исполнительницы. Исполнительные. Мы исполнительные, вот. И мы выполним то, что нам скажут выполнять. И так будет правильно. Тогда мы будем типа нормальные, если мы будем выполнять то, что нам скажут выполнять. И да, вот с таких мест, вот как здесь. А ну-ка давай тут кусочек ворованный. Ходит, ворует наждачку тут везде. И там, где вот в таких местах остается краска, она напрямую, вот зеленая краска, ее можно чуть-чуть наждачкой слегонца убирать. Вот так. Пальчиком затер. Она знает заклинание. А, Мне же нужнее. ну да, мне нужнее. Это хорошее заклинание. Как было, да, вот это Том Сойер, Гекльберри Финн, да? Типа позаимствовать. Не своровать, а позаимствовать. Мы позаимствовали кусочек наждачки. Бывает. На вот это вот место тоже, может быть, прокатит нам поделать тогда. Вот так. То есть она напрямую в гипс. Зеленая краска. Вот. И если ее сдирать инструментом, то она будет надирать гипс. А так мы ее как бы вот причесали чуть-чуть. Вот так. И вот так норм. Так хорошо. Ничего. Говорит, я стрёмная, говорит, в шапочке. Ну, надень шапочку. Не буду. Ну, ладно, ты как триски тут такие. Как тебе тут сидится? Давай уберем, чуть почистим. Потом у нас в этом ролике как-то мало контента по расчистке. А ну-ка я уберу вообще эту штучку. И что я чистила? Что, видно тебе там? Нет. Я тут буду что-то чистить, а ты там. Как тебе там, норм? Мне Норм. нормально. Удобно. Главное не Даже сломать стыдно. печку, потому что я думаю, что очень дорого ее будет чинить там. Понимаешь? Ну, не понимаешь? Удобно. Оно чистится, чего? Все хорошо, чистится, но не быстро. Ну-ка. Слегонца, да? Слегонца чистится, не быстро, хорошо? Не быстро, но слегонца. Так, чуть увлажняем, чуть-чуть подчищаем. Вот тут вот капец неудобно. Там Вот неудобно. так вот. Ну да, самое неудобное место. И да, оно, казалось бы, ниоткуда не видно, а все равно, что, везде почистил, а там оставить, что ли? Так нельзя делать. Вот так. Вон получается хорошо, на самом деле. Очень сильно забитый, и мы несколько раз проходим, чуть-чуть подчищаем, потом кистью подметаем, потом еще. Вот это после 2 раз, по идее, получается у нас такая история. Вот. Ты еще с другой стороны не видишь. О, там с другой Что там стороны, наверное, получается? ужасно, да? А ну-ка. Там вот что. Что, страшно? Очень страшно. Ну да. Ну да, это естественно, что это невидимое место, но зачем, если, ну, надо везде почистить, в общем, хорошо. А ну-ка я разверну еще того. Убрал всех и все равно мигается. Все убрал, все равно мигает. А так, помаленьку. Вот. Большой объем, очень большой объем работы.
И поэтому как бы казалось бы, что ты так раз что-то делаешь, оно как-то двигается, а время летит на самом деле, время летит. Я что-то говорил, наверное, да, мы уже около месяца, наверное, плюхаемся. Это мы не доделали еще даже одну комнату, и мы сделали там две, а может даже больше месяца, потому что сейчас у нас уже чего, конец июля получается где-то. Оно позволяет себя хорошо вычистить, но не быстро. А быстро как что? Мойкой, керхером каким-то смывать? Это вода, это плохо будет, наверное. И можно сбить давлением, позбивать всякое разное. Поэтому только вручную, помаленьку, вот так. Проявляя вот это все забитое мелом, вот эти штуки. Уж сильно оно очень забито. Ну, вот потихоньку можно как бы изымать оттуда все. Так, по чуть-чуть промел, чуть-чуть вымел, что-то вымел, и опять. Ну да, металлическим инструментиком, каким-то металлическим инструментиком. Если уж сильно там где-то залипло, то можно и так сделать, наверное. Вот так, аккуратно, оттуда, отовсюду, и, естественно, из невидимых мест. В первую очередь из невидимых мест. Из видимых любой может. Из видимых мест легче всего, отсюда, откуда-то, да? А вот отсюда не очень-то легко. А отсюда еще сложнее. Да, отсюда и не видно ниоткуда. Надо ползти туда, прям заползать оттуда, как бы смотреть с той стороны. Вот трильяжик, гаденький трильяжик. Гаденький, потому что вот здесь он так классненький, но на самом деле у него вот здесь очень хорошо все застревает. Вот здесь надо обязательно прочищать хорошо вот эти вот места. Вот. Свет пришлось, да, выключить, поскольку, я думаю, камера что-то увидит там такое, что нужно и увидеть. И вот каждое вот это вот место надо бы хорошо прочистить. А потом вот щеточкой еще взять такую покрупнее. И вот даже щеточка, вон видно, чуть-чуть где-то уходит это самое. Олифа чуть-чуть местами. А так-то местами она есть, местами она остается. Вот, местами. А местами она сваливается. Это нормально. Вот так, чтобы чисто было. И это еще не чисто. Нет, далеко это еще не чисто. Тут, кстати, можно металлическую штучку взять какую-то. Деревяшка слишком мягкая, и вот можно вот так еще тынц. Вот так делать тут прикольно тоже. Вот так. И вот здесь можно попробовать вот так. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп. По чуть-чуть. Да, трильяжик, он красивый, он геометричный такой получается, он хорошенький. И вот так помести. Вот так. И хорошо будет все. Пальчиком можно еще. Руки лучший инструмент, да? И вот так вот потихоньку вот такое состояние, как здесь, его надо и привести. Да? Хорошенько. У тебя там что? Весело? Что? Вообще не весело. Не весело тебе там? Нет. А, это кисточка. Ну, смотри на меня. А, ты еще кисточку Мне стерла. еще лучше есть. А ей нравится. У нас много мы понабирали в Леруа разнообразных кистей. Типа попробовать то и это. И кому-то, каждому в руки вот какая-то одна заходит. Тому та нравится, тому это. Нормальная кисточка. Ну? Вот моя нормальная. А тебе нравится это. Мне вот такая вот какая-то нравится. Еще какую-то не могу найти. Может где-то в ящике еще какая-то там хитренькая есть, которая мне нравится. Вот таких вот в Черной речке, Саша, по 30 рублей. 30 рублей за штуку накупила, а они все отваливались. Вот эти вот обычные, самые дешевые такие, какие-то художественные. Но ими удобно вон туда вот, куда-то вот туда, тым-тым-тым пролезать. Или вот в такое место. Или вот туда удобно запихиваться ей, вот. И они все отваливались, все 4 штуки, вот здесь все отваливались. Полностью пумц, Саша на этот самый. Да? Так она получше стала. Она склеила, она взяла, использовала ниткой, замотала тут обрезала. клей и обрезала. А у тебя обрезанная, да? А у меня такая чуть мягче. Ну, они такие хорошие. Но уже подстерлась, и ей можно даже работать. Ну да, а мне это больше нравится. Как кому вот туда куда-то пролезать, вот такие места. Самое то. Зубными еще кто-то делает, можно зубной, но зубная она толстенькая. Вот эти самые то прям нормально. И у нее хватает вот этой штуки, чтобы там вот этот чуть влажный мел немножко подминать, подубирать куда-то. О, замазка вываливается. Вот она. Ладно. Ну, пускай там сидит, потом вывалим ее. Вот. Хороший видок отсюда. Вот. Порезка чистая вот с этими вот
скажем, царапками, цировочками, да, уже почищенная, а вот полностью забитая здесь. Это я вот насчет, где-то, по-моему, в прошлом ролике я говорил про паропроницаемость, что мел. Я здесь увлажнял недавно. И уже сухо полностью. Он очень так быстро влагу берет и быстро отдает ее. Вот поэтому, да, поэтому мел, конечно, очень хорошо, идеально потом было бы все побелить. Но почему так сейчас не делают? А потому не делают, что это возобновляемое покрытие. Надо так делать регулярно. Когда здесь уже будет мебель, чистота, красота и всякое все такое, и люди живые, да, и вот такой потолок перебеливать, например, через год. Хотела бы ты этим заняться? Нет. В жилой квартире? Нет. Эти туда, эти сюда, люди ходят туда-сюда, надо все укрыть, всю мебель укрыть, представляешь, еще надо подлезть как-то, и еще обмести при том. Ужасно. Да, прикидываешь? Ну, короче, да, мел хорошо, но с текущим, скорее всего, это выглядит так, что в текущей ситуации, в текущей, как бы, в текущем положении дел мел, он, ну, как бы не то чтобы неэффективный, он даже сложный. Это довольно сложное покрытие, потому что оно требует ухода за собой регулярного. Вот, это классно, это очень так органично, это очень как бы breathable, да, дыхательно, классно, все супер. Короче, паропроницаемо, но надо регулярно обновлять. А никто сейчас этим заниматься особо не хочет. Все хотят сделать один раз, чтобы надольше этого хватило. Поэтому красочка, либо ее отсутствие. Вот не знаю. Потом подождем, посмотрим, что нам скажут начальники наши все. Ну как начальники? Ну, в принципе, начальники, через слово начало, да? Ну, пускай будет так. Подождем. Мы не решаем здесь этот момент, что будет дальше. Вот такой вот листочек. А он забитый, а вот наполовину такой сделанный, да, чуть-чуть. Он забитый полностью. Он вообще грязный в пыли, кирпичный. Он чистенький. Вот так, помаленечку. Помаленечку, полигонечку. Что? Вот. Вот тут вот надо. Ой, да, он такой огромный, мы не можем никак с ним совладать. Это мы пришли дочищать его, это еще кусок же, туда еще кусок. Надо будет провернуть, получается, плотность вот туда. Все вместе. Я что хотел показать. А ну-ка, видно? Сейчас я вообще разверну его. А вот видно? Это разметка. Вот эта трещина. А вот эта разметка. Вот видно, она с угла выходит вот туда. Вот это старая разметка. 130-летняя разметка угла. Они ставили угол, и она сохранилась карандашом. Мы где-то еще находили какие-то какие-то непонятные каракули на карнизе. Кто-то, может, что-то подписывал. Но вот она есть. Вот. Как бы длина, ширина. И вот. Вот он. Прикольно. Просто карандашик сохранился больше 100 лет. И вот мы потихоньку приближаемся к окончанию периметра. Всего периметра. Там сделано, везде уже по кругу сделано, только розеточка не сделанная у нас остается. Ой, что-то да, усталость такая. Ну, оно однообразное все такое. На самом-то деле, вот то место, откуда мы начинали. Вот. А все большое, все тупо большое, огроменное. Вот такое все. Вот так. Вот такое большое. Потихоньку, благо, с той стороны у нас были залипухи цементные, вот там, где мы начинали. А здесь у нас залипух цементных нет, поскольку здесь проходил перестеночек, вот он, туда. И были разные комнаты, поэтому там одно покрытие было. Ну, как бы там мел, но перемазывали этим цементиком, а тут просто мел, без цементиков. Без цементиков веселее, конечно. Вот так, нежно, аккуратно все получается, потихоньку. Вот так. Вот так вот. Сам рельеф хороший такой. Красиво. Все очень красиво, все очень такое крепкое, целое. Ну, если не брать во внимание, ну, это как бы от нас не зависело, то, что здесь был перестенок, здесь утрата. Ну, и там тоже утрата такая же. Как бы с той стороны симметричная. Ну, ничего такого. Мы будем снимать форму, скорее всего, да, и сюда возвращать ее. Так-то вот так, потихоньку, за несколько проходов. Один раз проходишь, до какого-то состояния почищаешь, потом щеточкой, потом получается вот так, потом еще раз почищаешь, потом еще раз щеточками, потом еще раз почищаешь, а за 2-3 получается что-то типа вот так вот, как-то вот такое. Ой. Оно такое все фасадных размеров, скажем. Это все прилично для фасада.
Мы тут, напоминаю, я вроде не говорил в этом ролике или говорил, у нас туда 4,5, 4 с копейками, больше 4,5 метров высота у нас, и поэтому с такой высоты вот такие детали крупные, они вполне себе читаемые. Вот 15 сантиметров я показываю, вот так. Вот. И лист такой фасадный прям. Ну, это такая фасадная тема. И порезка. Кстати, про порезку. У нас чисто нету. Я сделаю паузу, потом мы подчистим порезку. Я покажу, по-моему, я хотел показать один очень важный момент. Когда дойдем сюда, вот, покажу насчет порезки. Еще, что поковырял чуть-чуть этот десятипортик тут. У нас там с той стороны мы начали что-то, оставили его, пока не дочищали. А теперь вот этот. Я просто стоял рядом, подковырял. Тут видно и так, что здесь... Эти самые чешуйки на площади Александра Невского в метро, да? Вот они такие красивые. Чешуйчатые ящерицы. Ящерицы. Я думаю, может, мы не успеем сегодня дочистить. Я, чтобы не забыть, хотел показать, вот как расположены детальки. Вот у нее сверху, а мне сюда как-то рукой, наверное, не подвернуться. Ну-ка я отверну. Она не чистая. Не чистая. И тот мигает, и этот. Ну, почти чистая. Да нет. Чуть-чуть помигивать. Почти чистая. Вот здесь видно, вот. Тоже видны цировочки. Тоже вот как здесь, они также и здесь. И сверху, здесь везде мы не дочистили. Здесь все вычищается, вот это вот все. Наслоение тут же получается положительная поверхность. Если у нас есть отрицательные поверхности, да, в минус как бы. А есть положительные, где больше всего наваливается всякого, да, получается? Это я к тому, что вот этот маленький цветочек, вот он тут, это кусочек цветочка какой-то, что-то. Вот он снизу абсолютно незаметный. То есть, по моему мнению, такая порезка должна была располагаться. Они использовали то, что у них было красивенькое. Она должна была располагаться... Не могу так рукой показать. Она должна бы располагаться не вот так, а вот так. Чтобы вот это вот было видно. И она была придумана под такое расположение. То есть, потому что с такого угла, я смотрю сейчас как бы с другого конца комнаты, вообще не видно. Этого ниоткуда не видно. Абсолютно. Вот это ее верхней части. То есть, куда бы ты ни встал в этой комнате, ты не видишь этого. Вот. И вот эта часть, то есть сама порезка, по моему мнению, должна иметь не такой профиль, а должна быть чуть-чуть вот развернута. Вот так. То есть, как бы, вот это, как бы, она должна быть вот чуть-чуть провернута, как по мне. Тогда вот это было бы видно. То есть, она была сделана, может быть, допускаю такой момент, что это было сделано не специально, в отличие вот от этих жироты вот этой, не специально сюда взяли готовую, которая была красивенькая. Это просто допущение такое. И расположили так, как она, ну, как посчитал нужным здесь сделать архитектор. А на самом деле, она, как бы, вот ее родное положение было бы вот так. Как бы вот так. Под углом. Вот так вот. Провернуть. Вот такой момент. И еще я нашел клячу. Клячу нашел. Во. Проволочка торчит оттуда. Сейчас я возьму этот инструментик. Это проволочка. Понятно, да? Что это за кусок оттуда торчит, такой проволок. Он был вжат. Я чуть-чуть растянул. Посмотреть, чего туда-сюда. Короче, медная проволока, скорее всего. И чего? Тут вот эта часть, деталь. Вот она. Это такая щель. Вон видно, что здесь сходится деталь. Это одна часть. Вот она пошла. И сюда, где-то здесь она тоже вот заканчивается. Вот. То есть он весь вот такой. Как бы, что это? Рокаль, не рокаль. Ну, он похож на кронштейн. То есть он жирненький. И у него сзади там палочка. А там еще сзади где-то крюк вбит туда. Тут дощатое основание. И туда вбит крюк. Либо просто за доску провернули проволоку. Там внутри как бы идет дощечка. Он полый. Вот, полый. Там дощечка, как в обычных кронштейнах. И за дощечку, а может вот здесь, скорее всего, да, что я туда стучу, вот полость, и туда куда-то он подтянут вот в ту сторону. То есть проволоку с двух концов выпустили, обошли с двух концов дощечку, которая внутри в нем, и потом отсюда уже закручивали гвоздем. Закручивали, скручивали. Она видно, что она скручена. Вон так. Вот здесь видно, как скручена, надеюсь. Хоть что-то там видно. То есть она вот так скручена, до самой дощечки поджали и туда затолкали обратно. Мы потом вернем это все.
Вот такой момент. А еще как клячи, вот такие соединения есть, что если вот целая, не полая деталь, а толстенькая, то можно сделать штрабу, там зацепиться где-то за основание, за стену, еще за что-то, зацепить проволоку, вывести два усика сюда, в эту штрабу положить гвоздь, например, какой-нибудь, либо дощечку, либо гвоздь и дощечку, и потом как бы закручивать уже извне, как бы вот эту вот клячу. Вот, кстати, я, по-моему, ни разу не показывал, у нас не было на канале такого момента, как бы оно выглядело. На фасаде все кронштейны, все картуши подобные, которые висят вот так на фасаде, то есть на фасадах, как бы на стенке, они все смонтированы в массе на кляче. Тем или иным способом. Либо через штробочку, либо через эту самую, через деревяшку, которая внутри. Вот такой момент. Есть что чистенькое? Есть чем похвастаться? Это туда иди. Ой, там тоже грязно. Ну что, Там чистится не потихоньку. обметено. Ну ладно. Не обметено и не обметено. Да, потихонечку, потихонечку это расчистивается. Зачем? Где моя эта самая? И деревяшка потерялась. О, нашлась деревяшка. О. Все забитое, забитое такое. Снизу особенно вот тут. Вот тут вот. И вот здесь, и вот там. И потихонечку. Вот так. Вот ты там что, прилежно как, смотри, смотри, как Я вычищаю. Ты как девочка, отличница. Да, конечно. Вычищает, отлично, стоит ровненько. Я Так... всякую грязь вычищаю, ненужную совершенно. Это точно. А что, мы приближаемся к розетке, наконец-то. Остался у нас, мы не могли же подойти к центру, мы уже часть сделали. На самом деле видно, насколько чисто стало. То есть все эти, как бы, пыль вот эта кирпичная, когда вот уже расчищено все, уже все выглядит так прям чище. Ну да, чище, потому что расчищено. Вот так. Когда даже сметается пыль, отсюда даже не видно, наверное, разницы. Там блестит эта штучка. Когда сметается пыль, там есть остаток мела еще остается. Ну вот, я думаю, что когда мы доберемся до розетки, она большая, она 2 с копейками диаметр ее. Дойдем до нее и посмотрим еще вблизи. Так, чего? Приступим мы. В этой комнате у нас осталась эта розетка, мы все подготовили, перетащили, поубрали, короче. Приходится... Ладно, неважно. Сейчас поднимемся, посмотрим на нее грязненькую, а потом как-то посмотрим на чистенькую. Ну, вблизи она вот такая. Она огромная. Я смотрел, она 2 с копейками. Ну да, она метр, где-то 2,20 она в этом самом. В диаметре, соответственно, радиус у нее 110, соответственно, площадь у нее 110 на π на 3,14. Что-то в районе 3,2, 3,3 квадрата. Вот так она выглядит вблизи. Вот такая розетка крупная, очень крупная. Плоская такая, немного красивая. Ну, центр у нее такой жирненький, толстенький. Очень, тут в трильяж, если посмотреть в трильяж, там есть, вот ее сейчас не видно, она забитая, поэтому все сливается как-то, но видно, вот там веточка есть, трильяже, вот, красивая веточка. Я такое что-то редко видел, что прям веточка и вот в сетке вот этой. Ну, прикольно, прикольно. И везде вот эти завитушки, везде у нас вот эта завитушка идет, и она перекликается везде вот с такой завитушкой, которая вот там. Если снизу посмотреть, вот одна завитушка здесь и туда другая завитушка, номер 2. Там у нас видно серые остатки этого самого алебастра, их надо вырезать аккуратно. Там прям алебастром залеплено. Вот здесь видно хорошо отсюда. Это не мел, это кусок алебастра там влепленный. Вот так. Ну, тут нам хватит несколько дней на ней протусоваться, на этой розетке. Это не быстрое занятие, все. Потихоньку будем чистить. Все вот такое забитое прям. Вот. Так мигает, да, так не видно. Или видно. Может, я вот так как-то встану. Короче, мы там с Сашей, не помню, в каком мы ролике, у нас был такой, не то чтобы спор, но мы говорили о таких вещах, по моему мнению, вот это вот. Я думаю, что камера, ну-ка я подальше отодвину. Вот здесь пятнышками видно, вот здесь. Это не краска, это как бы чуть-чуть высыл, который произошел здесь за более чем 100 лет, по моему мнению, поскольку вот здесь видно, вот. Я думаю, видно, ну-ка ближе, дальше, как-то там она найдет себе фокус. Так, протер объективчик чуть-чуть. Я думаю, фокус камера найдет где-то. Вот они.
Это крупинки, это как бы какая-то, ну какое-то что-то, какая-то минеральная соль, возможно, что-то такое. Мне кажется так. Хотя Саша говорил, что это какие-то, может быть, там остатки мела, еще что-то. Но стоит думать, может быть, как вариант, что это же выливалось. Это был гипс, это гипсовая розетка, гипсовая деталь. Здесь у нас тоже, кстати, известково-гипсовая штукатурка, скорее всего. И там была вода. И вода была не дистиллят какой-то, это была вода, обычная вода, ну как бы вода из чего-то, из земли, из колодца, из реки, возможно, неизвестно из чего, но у нее было что-то в составе, возможно, поэтому, ну, это нормально, то есть это не то, что высол, который там из-за избыточной влажности, нет, это провисело здесь почти 130 лет, вот эта деталька, да, и поэтому кое-что здесь такое осталось, где-то вышло за время какое-то, по-моему, нормально, мне кажется, это все-таки высол такой стандартненький, его бывает замечаешь, то есть бывает на каком-то, вот здесь где-то, не помню, где-то было, что с одной стороны есть много, вот, по-моему, на том картуше, по-моему, это я в прошлом ролике еще было, что вот на том картуше, где мы начинали только делать, на этом, вот у меня там было много в этом ухе, а вот Саша справа была, у нее не было, то есть или очень мало, именно вот такой вот штучки. Возможно так, возможно там над нами где-то мокрая зона смещена, и возможно где-то уборная, либо, короче, водичка где-то, кухня должна быть дальше от таких помещений, но она, возможно, ближе, поэтому что-то, влажность какая-то туда-сюда. Мне кажется, что это все-таки близко к нормальному высолу, потому что кистью оно не особо убирается. То есть, если взять кисточку, оно кисточка не очень-то хорошо. А вот инструментиком она чуть-чуть лучше. Ну, как бы у инструментом уходит, чем-то более. Вот пальцем даже я могу пальцем стереть, кистью как бы чуть полегче. Ну, вот так. Я думаю, что это оно и есть. Ничего, это все уберется, конечно же. Мы это не оставляем. Хотя, если жестко кистью тоже, вот, если прям придавить кисточку нормально, то будет норм. Вот так. В общем, так, потихонечку. Потихонечку, понятно, делаем, двигаемся. Ксения с той стороны идет чистить, а я с отсюда пошел. Мы как бы инь-янь сейчас какой-то образуем, либо ее подобие какое-то. Чтоб тут... Мы на разных стоим, да? Ты на своей, а я на своей сидю. Вот так. Потихоньку двигаемся. Промежуточно вот так. Еще надо дочищать, дочищать, дочищать. Кисточкой прометать и дочищать. Не-не-не-не-не. Не ползет. Говорю, что ползешь наверх? Не ползет. Ну, что мы попытались тут сделать? Инь-янь такой. Вот так ее почистили. Вот так, вот так, вот так, вот так. Вчера был солнечный день, было лучше все видно. Но я думаю, сейчас камера что-то тоже видит. Сейчас поднимемся наверх, посмотрим разницу. Потому что она есть прям видимая. Так, посмотрим снизу. Вот тут я нашел залипуху. Вот видно. Самый низ. Тут, где начинается крюк. Который крюк, кстати, латунный. Если что. Крючок у нас латунный. А вот эта залипуха где-то здесь тусовалась. Вот здесь она была. Вот она такая. С этой стороны там вход в комнату. А вот с этой стороны она вот такая. То есть это реально... Ну, это не косяк. Это реально историческая штука. Но вот эта часть вот должна была быть вот такая. Видно, какая она рельефная, красивая. А там была какая-то залипуха с этой стороны. Со стороны окон как бы невидимо. Со входа. Со стороны входа. Ну да. Ну так, это не сказать, что косипуры, что это косяк. Это просто... Ну, просто вот так рукой, вот так залеплено просто, кое-как, кое-что. Тут, ну, и не держалось особо, но видно. Вот, видно хорошо, что тут не держался этот кусок, и просто его рукой так и снял. Вот. Так, посмотрим сейчас. Вот низ, нечищенный и чищенный. Мы отсюда вот так почистили, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, и тот не чищен. И вот так это все выглядит внизу. Вот так вот. На самом деле она стала очень органичная и красивая. Чищенная. Так-то была залипуха какая-то. Снизу все классно. Те самые ионик видно, вот такой он как бы с продольными такими прожилками. Они прям чувствуются пальцем. То есть вот он залепленный и вообще в милу. А вот он такой прям красивые цветочки, всякие бусинки. Все работает. Но самое прикольное, это вот эти вот. Снизу оно вообще не виделось. То есть в самом трилиже вот эти вот углубления, которые типа а-ля что-то, на самом деле это цветочки обратные, они в обратную сторону. Вот такие четырехлистники какие-то. Вот они, вот какие живые вообще. Вот сейчас посмотрим. Вот так трильяж выглядит, чистенький. Ветка какая вообще кайфовая. Вот эта веточка проходит красивенькая. Вот такая. О,
Ну, вообще, супер-пупер. И сами вот эти вот пузатые картусы. Тоже они с такими цировочками. Все живое, классное, читаемое. О, такое все. Прям очень тонкая, ее реально много. Самой розетки ее очень много. Растительный орнамент такой, орнамент растительный, живой тоже очень такой прям. Снизу смотришь, она прям такая органичная. Под краской какой-то она будет прям вливаться в этот потолок. Очень хорошо. Так что вот находка вот эта вот. Ну, как бы насколько оно чистое, отличается. Вот эти места, насколько чистые, отличаются вот от забитого мелом. Вот так. Ну и яйцы. Ионики. Овы. Вот такие они, чистенькие. Вот так. Тоже ракушечка такая, с цировочками вся. Вот. А здесь, конечно же, с этой стороны все полностью залито мелом, многослойной меловой побелкой. Ну вот такая вот розетка. И думаю, когда-то мы ее дочистим, и тогда эта комната уже будет чистой. Вот такая. Она мне не помещается прям в камеру. Хотя я больше, чем с метра. Вот так вот. Вот такая она. Ой, совсем чуть-чуть осталось доделывать нам. Я посмотрел, увидел, как она делается. Увидел ее куски. Это интересно, они очень большие. Я думал, она меньшими кусками набрана. Вот здесь видна эта ее часть. Вот мы идем, вот я думаю, здесь видно трещину. Но это как бы не трещина, это стык на самом деле. Он уходит сюда, вот он продолжается. Вот он как бы пошел. Здесь он где-то, вот здесь видно. Вот он. Это все стык, это деталь. Вот она на листике. Вот она под яичком. Вот она прошла дальше. Еще дальше прошла. Вот она. И обратно прошла вот сюда. Вот она. Вот. До сюда дошла. Вот ее видно. И тоже вот так в бок за цветочком. И здесь под цветочком. Там эти самые. Не цветочек. Завиток какой-то. Вот. И вот сюда она выходит. Получается. Вот эта центральная часть у нее целая. Скорее всего, цельная. Я не вижу следов от маски. Она огромная. Она в радиусе она 40 с копейками, наверное, вот так, если мерить. Думаю, 40. Я думаю, 40, да. Вот кисточка у меня 30, наверное. Вот так, да, 40 даже, может, больше. То есть у нее диаметр получается 90, наверное, может так. А сама деталь, вот если смотреть, вот это не расчищенная, она начинается отсюда, от завитка. Вон она, видна на потолке. Вот она пошла завиток. Вот так, вот сюда, захватывая ионик, полностью этот блок ионика, под нею, и вот так же, и сюда, и здесь вот за этими тягами она поворачивает и выходит вот сюда. То есть она реально большая, прям, я думаю, она тяжелая, прям большая. То есть она вот так в длину, около 2 метров, почти 2 метра, вот так. То есть серьезная такая, я не знаю, сейчас бы, наверное, на большую часть разделили, наверное, бы отдельно вот этот кусок сделали бы, я думаю, что отдельно как-то, но она такая прям крупненькая, но это интересно, вот так она сделана. То есть вот это все, это один кусок, и он большой, он реально большой, вот так она устроена. И центр одинаковый весь, начиная вот отсюда, вот видно, под этими, под яйцами, под иониками, вот она проходит. Везде видна вот это вот примыкание, где было, чуть растрещалось, вот оно. И вот это вот сама центрулька, она как бы отдельно. Хотя не, я соврал, сказав, что 40. 40 это уже будет там, где яйца. Сам цветочек, это корона, не корона, можно назвать ее обратной. Вот она такая. Меньше, 30 сантиметров получается. Вот, тоже такая массивная штучка. Или роза. Роза это. Я не помню. Я знал это название, я его не часто использую. Именно для вот этой части. Но оно вот такое. Прям большое. Ну и, конечно же, вот здесь как классно вот почищено в таком виде оно. Супер, просто супер. Тончайшее. Прям вот это все такое мягко. Мне очень нравится такого типа розетки. Это с такой легкой, лайтовой такой растительностью. Легкая растительность. Легкость такая присутствует в ней. Она такая воздушная. Очень такая прям плавная. Еще здесь растительный орнамент. Не орнамент, этот элементик заходит сюда. Ну, вообще кайфово. Очень кайфовая штука. Прям... Лично мне нравится вот растеницы, причем растеницы такие вот
тоненькие. Прям очень хорошо все с ней, с этой розеточкой. Ну и да, естественно, она вся целая, если не брать во внимание этот низ, но это ни о чем, это вылепится все по-новому. А так-то все в идеальной сохранности находится, просто в идеальной. Так, чего? Закончили мы в этой комнате. Закончили мы здесь. Так, здесь полно народу, будет шумно, но мне по-другому не поснимать. Мне надо сейчас снимать. Короче, эта комната у нас закончена. Все сделано, кроме десюдепортов. Десюдепорты потом. В этой комнате мы подготовили вот этот участок. Вот этот, в эту часть. Как бы получается это у нас. Вот эта часть у нас была сделана. И вот здесь мы подготовили вот этот вот кусочек. Вот этот. И пойдем туда, потому что там, в этом углу, заметны следы протечки. Сейчас поближе поднимемся, посмотрим. Вроде как будто бы это недавно протекло. Лучше бы свет нам, да, конечно, но света нет. Но здесь какое-то пятно с той стороны незаметно было. Сейчас там проводят ремонт фасада. С той стороны, как бы уже за стенкой. Здесь несущая стена, естественно. И здесь что-то уж очень темное. Скорее всего, это эркер. Ну, это эркер. Раз, два, три. И, скорее всего, вот здесь идет водосточная труба. Прямо вот за этим углом. И поэтому этот угол вот такой промокший. Свет я не ставлю, потому что будет мерцать сильно и так далее. Но вот видно, какой гипс здесь желтый. Здесь изначально. Вот такой он здесь. Желтый, он напитан столетними протечками. И вот если снизу посмотреть, вот так смотрим, хопа. И вот это пятно, это недавнее пятно, как по мне. То есть сейчас пробовали, вроде как вот по сухому чистится. А ну-ка. А нет, здесь, как по мне, чуть полегче. У нас нету влагомера, чтобы замерять это все дело. Но можно как бы поверить, наверное, на слово, что вот здесь, смотрите, как отходит. И вот здесь. То есть здесь все-таки есть влага. Да, она влажная. Ну, другой инструмент попробовать, вот этот. Так, сухое у нас. Ну, пускай будет здесь удобно мне. Вот здесь попробуем, вот здесь сухое. Вот так у меня чистится, это полностью сухое. Вот где вот это темненькое. Ну да, это влажное, оно до сих пор влажное. Поздравляю, тут постоянная протечка. То есть, может, из-за того, что фасад, еще из-за чего-то. Ну, вот как отходит, вот так. Вот так вот. И здесь как бы чуть-чуть по-другому. Мне все-таки, я думаю, что здесь, а ну-ка, все-таки есть какие-то следы влажности тут чуть-чуть. Да, его не было, этого пятна большого. Ну да, затекло что-то, видимо, там трубы нет, водосточной, еще что-нибудь. Вот так вот. Ладно, будем с этой стороны двигаться. Ту часть пока оставляем в покое. Я что-то шумно не сориентировался, сказал, что подготовил. Что мы сделали? Мы полностью очистили эту часть, вот эту вот, и чуть-чуть, и полностью промыли, вот до сюда, до середины картуша. Мы прочистили и промыли все тряпочкой, губочкой, аккуратно протерли. То есть это можно считать полностью чистым. Для чего это было сделано? Для того, чтобы когда-то к нам приедет архитектор, должен заехать к нам и посмотреть. И у него есть идея оставлять эти поверхности без покраски. Но больше всего подходит вот это, вот в этот потолок, больше всего, лучше всего подходит, чтобы его оставить а-ля консервация. И вот мы, как бы, чтобы показать, как оно будет выглядеть, вот чистый цвет, вот так сделали, получается. Архитектор, наш архитектор-дизайнер, он находится вне, он находится в Европе. И для того, чтобы решать такие вещи, ему надо бы здесь присутствовать, надо бы на это посмотреть, поскольку он не видел это в расчищенном состоянии. У него возникла идея, о, классно, можно сделать, но на самом деле он же не видел. Лучше бы он глазами посмотрел на все вот это вот такое, потому что на картинке, на видео это одно, то, что мы ему отправляем, а так другое. И так что дожидаемся его решения, что он скажет. Я ему подготовил этот участок, потому что когда он был просто почищен, но не промыт, то там была микропыль какая-то, и мы ее аккуратно убрали, получилось, как бы, как оно будет в конце, если оставить это без покраски. Так что вот, и также я жду его решения с десюдепортами, как бы чего он захочет, потому что там где-то что-то, какие-то нюансы, пускай бы лучше бы он на это все сам бы посмотрел. Еще насчет этих мокрых углов. Да, собственникам в старом фонде все-таки было бы хорошо и правильно вести контроль какой-то, ревизию совершать кровли и водосточных труб.
За вас этого никто не сделает, да, товарищи собственники, никто, ну, как бы, кто-то смотрит за этим, но не так, как нужно бы смотреть, потому что сейчас, когда, или не в этом помещении, в другом где-то месте, где будет совершен ремонт, где он будет завершен, все-таки кровля и водосточная, вот это все системы, которые... Особенно зимой там долбят это все, надо аккуратно, надо смотреть за этим, потому что службы, которые должны за этим смотреть, они не будут, так скажем так, пристально так наблюдать за таким вот, за этим всем движением. И можно получить, просто на ровном месте получить протечку. Это еще одна такая в копилочку вот тех геморройчиков, которые сопровождают вот старый фонд. Есть плюсы, высота, лепнина, вот это все, есть некие минусы. Состояние вот этих вот системы отведения воды. Такой вот момент существует. Ну как вам он обметается? Много обметает, да? Прекрасно много обметается. Да. Ну вот, ну что, Александра, что скажешь? Там есть жижа в этом пятне? Я потрогала, вроде бы сухое. Ну я потрогал инструментом, как будто там легче идет, то есть. Да. Ну, оно не было этого пятна раньше. Я не видел того пятна. Возможно, свежее. Возможно. Ну, теоретически, да. Вот там, скорее всего, должна вот эркер получается. Вот он такой формы. Тынц-тынц-тынц. И как бы вот здесь, скорее всего, трубы какие-то водосточные проходят. И это мокло изначально. Когда мы почистим полностью, будет видно, что этот участок, он будет более желтый, чем все остальное. За 100 лет с копейками. Да, наверное, так нормально. У нас сегодня продолжается веселье перфораторное. Да. Ну что ты там? Чистишь. Пойдем посмотрим, что она там чистит. Очень желтый угол, очень. Свет меня закрывает. Стою везде и свет ей закрываю. Как вы вчера говорили, когда штучки новые себе купили эти? Как вы делали? Как в тех фильмах для взрослых. Я не буду так делать. О, вот так они делают. Ну покажи свою штучку. Вот такая штучка. Сколько? 1300. 1300. Штука про тракториста, да? Да. На самом деле, покажи подобную. Подобную за 150. Да, подобная за 150. Вот такая. Не знаю, будет фокус, не будет. Вот, разница небольшая в них на самом деле. Но, скорее всего, в самом материале изготовления это все, естественно, медицинская сталь. Вот это вот за 1300, да, штучка получается? Это Что-то- тоже 150. Тоже 150. У нас, кстати, в телеграм-канале я там скидывал ценники и все такое. Кто не знает, что у нас есть телеграм-канал, телеграм-чат, вы к нам присоединяйтесь. Так я еще покажу. Вы к нам присоединяйтесь, у нас там бывает весело, веселые штучки, веселые разговорчики бывают. Ночные посиделки. Так вот, я говорю, только не выламывай, не действуй как силовой штукой, поскольку она подгибается, то есть будет дорого сломать такую штучку. Что, удобная? Правда удобная? На самом деле это процесс нахождения нужных инструментов. Когда ты работаешь длительное время, то как бы ты пробуешь один, второй, третий, пятый, десятый инструмент, и какой-то тебе ложится в руку. И ты такой, делаешь так, как в взрослых фильмах, да? Какой классный инструмент, я не могу с ним расстаться. Да, вот у меня вот этот инструмент, например. Годы я с ним тусуюсь. Я знаю его всегда. Вот теперь это тебе понравился теперь, да? Ну вот. Помаленьку так. Ну вот такой желтый угол, очень желтый. Для сравнения вот там, где чищено уже, там уже почищено. И здесь не почищено. Да, сегодня шумно, но у нас не студийные условия абсолютно. Тут люди работают, и я не буду. У меня нет времени и желания, и возможности искать специальное время для съемок. Когда вот пришел, тогда и поснимаю. Когда получилось. Опа. Ну да, это очень желто. Очень желто, очень все такое тут гаденькое. Оно какое-то влажное все прям. Не мочилась. Да, ты не мочила там, Я да. только тут. Ты там смочила, да, а тут не смачивала. Ну вот видно по цвету. Вот здесь прям сегодня увлажняла только что, здесь не увлажняла. И вот здесь хорошо видно, да? Это здесь не увлажняли. Нет, это оно-то само. Видимо, там происходят работы какие-то, и водичка с фасада заходит.
На самом деле это плохо. Для эксплуатации это будет плохо. Если там будет, надо будет собственникам внимательно следить за тем, что происходит у них вне их квартиры, но рядом с ними, чтобы не заливалось из этих водосточных труб гадких. Потому что это никуда не годится. Вот это. Это видно, что намокло прям недавно как-то. Это мы не воздействовали сюда. Мы чистили там, вот там. Чистили вот здесь чуть-чуть, что-то Саша попробовала. Чистили вот здесь, но здесь никто не увлажнял. А оно выглядит как чуть-чуть увлажненное. Влагомера у нас нет, но я думаю, что это все-таки чего-то там где-то увлажнилось само. Это не круто. Ну ладно, посмотрим дальше. Посмотрим, может когда-то этот ремонт там фасада закончится, и можно будет тогда уже, может быть, даже с помощью влагомера проверять, что происходит. После того, как снимут все там леса и так далее, когда трубы уже на место водрузят там водосточные, вот тогда можно будет смотреть. А так-то помаленьку это двигается, да? Угу. Удобно, да, тебе инструментик? Удобно. Очень удобный инструменточек. Я завидую этому чувству, я знаю. Я когда нашел свою штучку, тоже такое ощущение у меня было, что «Оу, какая у меня штучка!» И у всех разные штучки, у каждому как рука устроена. Но самое важное, наверное, правило в этом всем, и не знаю, правило, не правило, некое рассуждение, что самое важное это плечо, вот это вот плечо воздействия. Когда ты держишь одной рукой, вот так, а можешь поснимать, я хочу показать один момент. Просто подержи. То есть, когда ты держишь вот так инструмент, что ты им делаешь, у тебя вот такое плечо получается, это очень не манипулятивно, это возможность поранить что-то. Поэтому держишь максимально близко, вот так, к жалу рабочему, да, а когда ты еще используешь еще одну руку как-то вот, у тебя очень высокий контроль получается, степень контроля прям дичайшая, ты тоже своей маленькой, а вот вашей вот этой, а ну-ка дай. Что, и тоже удобно. А я вот вообще ее не понимаю, я вообще ее не чувствую в руках, она у нее как-то там что-то, а свою я понимаю, но принцип один и тот же, что вот, короткий, 2 сантиметра, короткое плечо, и ты на этом коротком плече можешь работать с запястьями, больше руками, а это как бы продолжение твоих рук получается, что ли, вот так как-то, аккуратно. Как-то так, наверное. Покажи, что становится с нашими кисточками. Что говоришь? Покажи, что становится с кисточками. О, боже мой, она сломалась. Ну да, не стирать. Зато за 30 рублей. Она еще очень функциональна. Ну да. И почистить что-нибудь. И вот. Ну да, этой частью чистить можно, конечно. Ну тут нет, а вот здесь где-нибудь. Да. Вот. Пожалуйста, да? Прекрасно. Просто прекрасно, да? Да. Пожалуйста. Чистенько. Покажи свой гаденький инструментик. На, гаденький. Ужасно. Что, получается им хоть что-нибудь? Взяла на эксперимент, да, себе? 150-200 рублей, взяла. Да? Саша взяла? И что? Что-то делается им? Что-то им делается. Ну, типа вот в такие места, если там пролезать. Ну, кое-что. Ну, такое вообще не манипулятивное, да, по сравнению с тем твоим? Ну, да. Тот получше. А этот какой-то... Ну, куда-то им можно пролезать. Ну, неудобно. Выглядит, что не очень-то удобно. Ну, так чисто. За 150-200 рублей можно экспериментировать с инструментиками, да? Ну, да. Не очень-то. Поменьше бы его. Можно сточить, в принципе. Он такой он. Что-то им делать, наверное, эти самые, кто занимается зубоврачебными делами, наверное, знаешь, что с ним делать? У него ручка смешная, вот это вот. Ну да, смешной такой. Вот такой. Кривой. Ага. Странный. Да, угол у тебя, конечно, это вообще дичь. Прекрасно у меня угол. Он реально коричневый. Я тут вот сюда залез. Вон, я почистил уголок какой. И то у меня ощущение было, что здесь где-то что-то подлипает. Но я не стал сейчас смывать специально, это уже не счищается такой. Он какой он светлый. И то есть ощущение, что здесь попадала водичка когда-то. А вот здесь вообще вот так. Ужасно. Я не знаю, что здесь дальше будет происходить с этим всем. Как-то выбелить его, может, попробовать потом. Если красить, конечно, мы при условии, что достанем вот это вот, да, слово «достать» хавшпрегнунт, мы его, конечно, перекроем. А если не красить, не знаю, посмотрим. Дальше будем посмотреть, как оно будет идти все. Будем посмотреть? Будем посмотреть, да. Будем смотреть, все рассматривать. Так-то что, оно как-то чистится, конечно. А тут тоже вон чернота желтизна, короче, вот она видна сразу. Много лет мокло это все, много лет намокало ужасным образом.
Да, тоже коричневенький. Коричневенький. Зелененький и коричневенький. Коричневенький. Ну тут лучше. Тут лучше. Тут не Но мы так, еще как тут не здесь. дочистили. Тут еще непонятно, сколько там. Нет, тут сразу было понятно. Да, ну да, Оно до этого особенно вот этот. Пластами отходило, когда сразу было понятно, что оно будет таким. Да уж. Тут лучше. Ну, посмотрим дальше. Там дальше не должно такого быть уже. Полез туда чистить, смотрю, хотел показать. Вон как должно идти. Кстати, какие-то пятнышки, они очищаются, но не очень-то быстро. Вот так должно идти. Получается выкружка. Вот валик, вот так, да, должно идти. А вот здесь в смещении. Здесь несущая стена, здесь несущая стена. И вот так получилось. Вот, насколько. Что-то тут, видимо, что-то либо запало, либо наоборот выдвинулось. Пока непонятно. По-моему, оно туда как-то ушло, но это крепко. И это крепко. Как-то что-то здесь произошло. Но уже непонятно, потому что новая штукатурка. Мы не видели, как чего здесь было. Но какое-то такое вот смещение. Тут смещение порядка, я не знаю, на сантиметр, наверное. Что-то происходило здесь. Кое-какое, да? Не знаю, почистим, посмотрим. Тут видно, кстати, вот этот момент. Вот здесь видно хорошо. Я отсюда уже убрал часть. Сейчас взял металлический инструментик. Сейчас попробую. Ой, мне неудобно. Можешь мне поснимать чуть-чуть? Так, что-то хоть чуть-чуть. Спасибо. Вот здесь вот эта часть, скорее всего, она уйдет у нас. Чтобы тени не было. Вот это вот. Вот это вот, мне кажется, такое жирное наслоение. Плюс там еще есть этот. А вон. Алебастер. Они уже подмазывали здесь, эти ребята, чем-то, может быть, по мелу. И вот, ну тут я чувствую здесь крупинки такие твердые. Тут алебастер по мелу, в общем, сделано. Вот так. Вон сколько оттуда повываливалось всего. Вот так. На самом деле тут все. Тут все не так-то плохо. Под этими наслоениями все хорошо. Ну, то, что мокло, ну, это от нас не зависело. Вот тут. А ну-ка. Вот. Все тоже замазано. Они видели, те, кто когда-то ремонтировал это, они видели и что-то пытались с этим сделать. Ну, понятное дело. У них не особо это получалось. Ну, как бы получалось, но ненадолго. Мне не подойти так с левой руки, мне неудобно. Ну вот. Я пытаюсь не двигаться, чтобы оно не мигало. Ну да. Оно все не мигает. Ну да. Такое. Я там вижу, камера не видит, я вижу песок там. Вот. Там песчаное что-то, может, с песком было. А, вот наконец-то, вот и освободили. И там песочная приколюха. Вот я ее. Вот она. Наверное, видно. А ну-ка. Ничего не видно. Не видно? А вот так видно. Ну вот так. И вот так. И вот здесь, вот там рисунок. Вот это вот все было наслоение такое. Вот так, вот так, вот так. Вот так и вот так. Вот так как-то. Вот приблизительно вот так это. Сейчас, а ну-ка. Вот так получилось. Это все было залеплено. Вот так. Вот так вот это и работает. Потихоньку, потихоньку, потихонечку. Вот здесь какая-то залипуха, видимая. А ну-ка дай. Ну-ка сюда ее. Ну да, тут мел. А ну-ка. И там, видимо, больше перемазывали. Вот в этом месте они видели же это смещение. И вот там что-то с песочком какое-то. Вон, какие тут залив там происходил. Заливали там все, прям вот такие висят гроздья всякого. Вот так получается. О. Вот такой вот листочек. Тоже текло в него, вон, коричневенький весь. Да. Ну, почистим, потом посмотрим. Это все, наверное, будет коричневое. Вся эта часть. И туда, в ту сторону, какая-то часть тоже будет коричневая. Ну, что поделать. Так оно должно быть, значит. А хотел показать просто прикольно. Плоский дракон, плоская голова. Но мы что, знаем, что она не плоская, да? Да? Ну, давай попробуем. Мне кажется, это прикольно будет. Туда внутрь я не полезу, мне другой инструмент нужен. Ну так, чисто, чтобы чуть-чуть хотя бы. Да, тоже коричневенький тут. Ну, ничего такого. Ноздри тут есть у него, точно я помню.
Ну да, тут залеплено чем-то вот таким. Ну и плюс в тех местах, где подмокало, оно как-то лучше прилипает туда, что ли, так подлипает. Ну что, он стал совсем не плоский, да? Чуть менее плоский. Чуть менее плоский. Глазик там мы нашли, видимо. Глазичек, хоп. Вот он. Глазик, носик. Все то, что есть. Ну, я не буду еще защищать там полностью. Ну, вот он. Такой получается дракоша. Или змей. Или змей. Дракон. Дракошик. Во. Прикольный. Так, а у нас пару дней прошло с тех пор, как мы здесь чистили. Вот такой уровень желтизны и останется. Собственно, здесь чуть не дочищено, вот там дочищен этот участок. Вот так. Вот так оно и останется. Да, протечки, видимо, здесь были. Ничего такого. Ладно, потом посмотрим еще. Сверху вроде не сильно текло, но все равно видно вот это вот. Чуть-чуть как бы. Ты что там? Я водичку наливаю. Ну ладно, наливай водичку. Вот так. Коричневенько, очень коричневенько. Ну, говори, клубничка. Как сложно говорить слово клубничка? Там клубничка. Видно Вот ее там она. так? Вот так, может быть, вот так. наверное, Все равно будет. мигает все. Ну, ничего такого. Вот она. Да, это такое место, где получается тут все хитрее, если отсюда смотреть. Ну-ка. Мы тут переползаем все потихоньку. Так, а ну-ка я этого, может, как-то уберу в сторону. Дело в том, что отсюда, если смотреть, вот центральный элемент вот такой. Вот он такой же. Вот такой же центральный элемент. Тут есть ракушка, она только здесь. Ее нигде больше не прослеживается. Нигде ее нет. Это несчастные ракушки. Она есть только тут. Ну, почему несчастная? Ну, потому что их две, наверное. Они вот здесь по краям, получается, эркеры. Вот эркеры, вот там одна есть. Видно, не видно отсюда. Ну, вот это точно видно. То есть они вот только в этом месте. И вот здесь, возле дракончика, вот дракончик один, вот дракончик второй. Есть дополнительный завиток. Как бы дополнительная завитушка. И там почему-то эти ребята клубничку пихнули. Вот Ксения ее показывала оттуда. Потому что здесь такого нет, и быть такого не могло. Потому что дракон, он переходит прямиком, вот центральный какой-то такой элемент заворачивающийся. А там нет, там через переход, там еще какие-то штучки. То есть это абсолютно эксклюзивный. То есть этот фриз, он абсолютно эксклюзивный, по моему мнению. То есть он делался ровно под эти размеры. И здесь такого нет, например. А там есть. И если мы и находили какие-то моменты, где-то я что-то видел такое. Сейчас я прям не вспомню, где же я мог видеть. А, вот здесь, по-моему, я чистил что-то и видел какое-то несоответствие сверху, что чуть-чуть где-то что-то криво, либо косячненько чуть-чуть. То такого очень мало. Сейчас я найду. Где бы я это видел мог? Я видел и забыл. А, все правильно, я вспомнил. Видел и забыл. А вот здесь, например, вот видно. Вот что-то у них тут завернулось, не завернулось. Вот с той стороны там равномерный такой промежуток был. Это детали все как бы гипсовые. Дальше штукатурка. Вот. Здесь гипсовые детали. И вот это части гипсовых деталей. И здесь у них что-то пошло не так. Видно, да? Что-то как-то вот так примазалось. То есть в целом есть мнение, что это все абсолютно эксклюзивно, абсолютно разовая работа. То есть для этой комнаты была сделана. Потому что нигде больше в комнате нет вот такой композиции, только здесь. Вот. А еще у нас как-то так пошло. Мы сейчас с Ксенией там на перекур спустились. Довольно жарковато так. И мы так раз, и потом, оп, слушай, прошел час. Это, возвращаясь к разговору про медитативность таких занятий. Я говорю, помнишь, я тебе час назад говорил, что надо пить больше воды, а прошло вроде минут 7. Он говорит, да. Было такое? Было такое. Реально время летит как-то, или наоборот, ощущается раз в 10 медленнее. Ну, как бы, странное такое. Ну, оно на такой работе, вот, на вот этих расчисточках, оно как раз так и ощущается. Как-то
Ну, по-своему, своеобразно. Действительно, как некая такая отрешенность, такая медитация, что ты вроде делаешь, и делаешь поступательно, и делаешь созидательный какой-то это труд, да, можно назвать, то есть было грязно, стало чисто, что-то происходит, но как-то так оно происходит, странно, время начинает течь совершенно по-другому. Вот, так что такое, ну не первый раз уже такое наблюдение, естественно, уже такое не раз я замечал. И мы все ближе и ближе к концу расчистки. Я говорю, час это так много, а у нас тут это как будто вот 10 минут прошло. Представляешь, каким-нибудь москвичам скажи час. Вот это как раз и час, у тебя часа нет. Чего? Час и москвич, да? Вот эти вот категории как. Потому что когда мне приходится иногда, ну, как бы кто-то обращается, там москвичи, они вообще очень сильно отличаются. Они очень быстро, они живут очень быструю жизнь такую. Им вот это вот такое, вот это вот, кое-что такое, им, наверное, мало. Понятно? Ну, в массе, я не говорю про каждого из. Ну, как бы, да, час, 3600 секунд. 3600 секунд, которых никогда не будет. Никогда. Ни одной из 3600. Как тебе такое? Да. А оно как-то раз и пролетело. Вот так что-то делаешь. Я часто сидел там, какой-то часть этого элемента. Вот тут он половину был почищен, и вот этот час ее чистил. Ну, так как-то. Дело не быстрое. Кто-то же должен это делать. Ну, пока мы это делаем. На самом деле такое, что-то в этом есть такое приятное. Если начать загоняться, конечно, задумываться о том, что, о, да, действительно, это целый час, да, за час, и там, не знаю, планеты там рождаются, рушатся вселенные, там, не знаю, там, происходит столько событий, а с другой стороны, ну да, час. А у нас вон, не было ничего, было залеплено вот так. А стало вот как-то так. А еще 2-3 раза пройдешь вот по этому рисуночку, да, углубишь его, все пропишешь здесь, да, и получится как-то вот так. Да? Есть же видимые изменения. Так и вот так, например. Это прикольно, как по мне. И вот так. И вот так. А мне не видно отсюда, что у тебя так. Это я за 2 часа или за 3. За 2 скорее, почти 100. Этот уголочек такой. Да. Там не очень-то хорошо у нее чистится, поскольку вот в этой части что-то залипушки были чуть-чуть. Но это понятно, почему они, потому что вот до туда, где-то вот до этой области, это все вот желтое. Вот это все тут затекало. Неоднократно. А дальше все норм, дальше все хорошо. Дальше желтого особо не видно. И вверх тоже нормально отсюда, если посмотреть, тоже он такой хорошенький. Вон там белый совершенно. Вот этот вот элементик. Вот здесь белое, все нормально. Ну, вот там в углу, да. Ну, чего уж. Так оно и будет. Потом, может, посмотрим, что дальше, как бы, какая логика там дальше действий будет. Ну, пока вот так. Расчистили так оно расчистилось, оно чистое. Пока так и останется таким. Короче, показываю. Здесь краска. А вот это корочки. Мигает все. Отверни. Которые должны были хорошо счиститься, но они не счищаются. Они, может, чем-то намазывали там. Так, тут интересный момент. Ушли мы от этой желтизны сюда. И вот видно, если вот так вот здесь все сломалось раньше. Тут оно чуть-чуть, наверное, ходит. Не знаю почему. Я с той стороны показывал, по-моему. Оно сломалось. Тут вот сейчас почистили, вот кусок. Ухо. Оно ломалось здесь и выломало ухо. Как бы вот такое же ушко, вот такое ухо выломало здесь. Вот. Поэтому я не хочу его убирать отсюда, чтобы не потерялось нигде. Поэтому я сейчас как-то прикину, как его можно подфиксировать. Как-то вот так, что ли. Как-то под углом прижать куда-то. Чтобы оно не упало. Просто так, чтобы оно оставалось на месте и чтобы не падало. Я думаю, так можно сделать. Как-то, чтобы в лепнину не вкручивать. Вот, может, еще так как-то вот туда. О, вот так классно будет. Все, это никуда не уйдет. Самое безопасное сохранение будет, потому что если убрать его вниз, получается, может что-то задеть, еще что-нибудь. А это один кусочек. Если бы много было кусков, мы бы такие куски снимали бы, фотофиксацию делали, нумеровали бы, да,
и складывали в специальные ящики, где были бы написаны номера там или название помещений. Но так как у нас один кусочек такой только выпадает, так что я его оставлю его тут на месте. Все, он тут тусуется и куда не упадет. А можно он еще вот одним профиксировать вверх. Точно. И когда придем потом подмазывать сюда, в это место, вот Саша там скорее, кто девочки будут тут делать. Придут подмазывать. А вот так классно вообще. Они придут подмазывать, увидят, отверточкой открутят, все, тут уже оно держится там где-то на этом самом, провалился куда-то. Держится где-то на армировке, где-то есть арматурка, что не давала ему выпасть, деревяшка. И потом уже можно будет с ним что-то сделать. Пока он тут повисит, наверное, да? Да. Вот так все, никто никуда не уйдет. Так, потихоньку мы перемещаемся, пришли сюда, где более тяжело чиститься, попробуем, может, с мылочками, тем этим, но пока так мы приноравливаемся, поскольку ту часть мы чистили довольно-таки давно. Надо опять, как бы, чтобы руки поняли, как работать с таким там оно сложно. Сейчас я покажу. Я раскрыл в первом ролике, кстати, я говорил, что меня интересует устройство. Я пока до конца его не понял, но понял одну важную составляющую. И понял я вот там. Сейчас поднимемся выше и покажу, там, где идет вот эта штраба. Я понял, как это устроено, как это делалось приблизительно. Делалось это очень интересно. Пойдем. Значит, вот эта часть у нас сверху сделана. Туда я не дошел. Здесь промыто. Ждем, как говорил, ждем этого самого архитектора-дизайнера нашего. Ту часть мы полностью почистили. Вот та желтизна, которую показывал там. Так. Ну, камера видит ее более темная, а на самом деле это, ну, для глаза не так чуть. Мы перешли вот сюда. Здесь чистится довольно-таки трудно. Я даже не увлажнял, но здесь вот все залипшее. Здесь слой какой-то, подслой есть, подшерсток. Где он? Вот он, такой зеленоватый. Вот он. Вот такой он. Вот я его как бы чуть-чуть могу счистить. Потом там залипуха какая-то. Что-то связано, может быть, с цементом, но там точно есть песок внутри. Вот, оно не очень-то хорошо идет. Вот оно видно даже, как песчинки здесь такие, вот здесь. То есть оно, как бы, это не чистый мел. Он на краске, вот этот подшерсток или там мел, потом чем-то замазан, и только потом уже идет обычный вот этот вот мел. Но это сейчас, естественно, вот я дошел, это я снял слой с синькой, пальцем вот я чуть убрал. Потом дальше какой-то белый мел, белая побелочка меловая, а под ней еще вот этот сложный слой. Вот он. Вот видно, да? Вот я как бы, вот так я могу его, но он влипший туда, он уже на чистом, он на чистой вот этой зеленой краске. Поскольку я это говорил, по-моему, в первом ролике, я в этом не говорил, что здесь как бы большая часть этой комнаты использовалась как комната, а здесь видно, что был перестеночек, и вот эта часть, как бы потолка, которая у нас, как бы коридор получается, вот туда и вот туда. И вот эта часть потолка ровно по геометрии, ровно вот по этой линии, вот так, сейчас присяду, и вот так, ровно по ней, она была отделена, и если здесь сразу все забеливалось, то здесь не забеливалось. То есть здесь была красочка, здесь был коридор. По моему такому, по моей мысли, скажем, что здесь был коридор, который вот почему-то после постройки решили использовать всю эту комнату неполноценно, а вот эту часть как коридор. Я потом снизу еще, наверное, покажу, ладно? Подошли сюда, посмотрел, торчит у меня вот так проводочек, думаю, а ну-ка я его поднадерну, этот проводочек, посмотрю, что они тут штробочки свои, вон она штробочка пошла, это не историческая штробочка, это не исторический, это самый, не суть, но это дало нам возможность понять и увидеть. Видите, как гладко, вот здесь, вот звук, видно, вот, смотрите, видите, то есть здесь штукатурилось 2 раза, и они осуществляли монтаж. Вот, я надеюсь, камера отсюда видит. Вот, 2 линии. Вот линия и вот линия. Вот, карандашом линии. Это был монтаж, вот они монтировали сюда картуш. То есть, как они сделали? Присяду, попробую, может так. Как они сделали? Они сначала вывели общее штукатурное поле, рассчитали все перед этим. Я не знаю, в какой последовательности они тяги тянули, вот эти толстые, толстенные, вот эти вот. Но они сначала вывели поле, потом смонтировали детали, а это все отдельные детальки. Вот это отдельная деталь,
картуш отдельная, можете составная из двух частей деталь. Все отдельные детали они смонтировали, а потом их свели еще раз штукатуркой. Но при этом они не сделали каких-то там насечек для адгезии лучшие, вот таких вот. У них было гладко, ну, грубовато заштукатурено. Ну, то есть, не особо они, вот каверные они не особо, просто так заштукатурили, подровняли, и уже на ровную плоскость, по крайней мере, ну, мы дальше не будем ковырять, у нас нет цели узнать, как действительно это устроено, нам это не нужно. Но вот эту плоскость, они, как бы, и плоскость, и элементы, они сделали таким способом. То есть, они вывели общую плоскость вот этим слоем, потом выставили элементы как-то. Ну, вот видно, вот это вот не какая-нибудь там трещина, нет. Это как бы соединение деталей. Здесь проходит стык деталей, вот здесь. Там где-то тоже он есть. И выставили детали, везде по кругу так сделали, и потом штукатуркой все это дело свели. Как бы, как по маяку. Вот. И поэтому получилось так, что вот в этом месте, где была новая штраба, сюда под этот как бы дополнительный слой, а вот, кстати, вот видно, тут штукатурка, а вот это подмазка, потому что вот это вот выглядит как кусок гипса. Вот он, вот, это подмазочка. До сюда распространилась, а это штукатурочка. А может и с гипсом, может и маяки тут какие-то были. У меня нет цели прям досконально изучать, ну, мы здесь этим не занимаемся. Но вот так было. Плоскость, выставлены по кругу, по всему периметру детали, и потом еще слой. И поэтому он как бы, когда была штробка проложена, туда попал воздух, сюда вот в эти части где-то, и вот эта часть везде, она не просто выпала, это я так ее потрогал, чуть-чуть подрезал эту штробочку, вот это вот, ну видите, вот я шевелю просто, смотрите, вот, видите, и там дальше она тоже хочет падать, вот, вот, то есть оно там не держится, то есть мне надо будет, чтобы это все было крепко, надо будет аккуратно вот так проходить, и аккуратно обрезать, может реноватором каким-то обрезать, чтобы воздух не попадал, подтягивать вот этот ближайший слой, и потом примазывать, отмазывать, подштукатуривать вот так, и только потом уже сводить в одну плоскость. Как-то так. То есть это получилось этой штробой, они создали нарушение вот для вот этого вот плотного второго, как бы внешнего слоя штукатурки, потому что тут два грунта получилось. Обрызг, вот он, грунт, еще один грунт, это еще тело. Это не затирка. А вот вместо затирки эти чуваки использовали здесь шпаклевание гипсом. Или гипс с чем-то еще, потому что вот видно как слой, вот он. Тут, то есть, плотненький, светленький слой. Это гипс может быть пропитан, может быть с чем-то замешано было. Ну, скорее всего, это очень крепко пропитано хорошо, классно после высыхания пропитано олифой. Вот такое вот устройство пока выглядит это так. То есть, так это было сделано. А я все думал, как бы они тут выставляли. Они вот так выставили. В принципе, нормально. Еще момент в качестве видеофиксации. Потому что такие вещи надо фиксировать, кто занимается подобной работой. Такие вещи надо фиксировать на фото, на видео. Короче, у нас получается угол здесь, проем дверной в ту сторону, да? И вот там почищенный у нас угол. И там есть в углу элемент такой, вот он, ракушка в углу. А вот в этом углу нам ее не досталось. Вот здесь. Потому что там проходила какая-то труба канализационная. И когда-то видно, что они выбили тут кусок лепнины, и вывалился оттуда сам элемент. Он квадратненький такой и был. Вот он видно, какой квадратненький был. То есть это как бы сама деталь была. Вот эта ракушка, тут ее нет. А тут она есть. Вот как-то так. Нам предстоит ее, значит, отформовать и вернуть на место. Как-то снять форму, скопировать ее и туда наплюхать, нашлепать ее обратно. Ну, то есть я просто фиксирую тот факт, что ее здесь не было. Потому что, знаете, могут быть разные вопросы, типа, да она там была стопудово, чуваки, да вы так чистили, что оторвали мне тут эту штуку. Нет, мы не оторвали. Тут ее не было, оно, видно, забеленное, тут закрашенное, всякое разное. Это происходило давно и до нас. Что? Ничего. Ну ладно. Не чистить надо. Ну чисть. Так, ну что, мы дочистили здесь этот потолок. Видимо, здесь, в этой части, а я знаю, что здесь происходило, потому что вот там была эта самая канализационная труба, и здесь над нами где-то там находится кухня. Что-то подобное, наверное, санузел, кухня вот такое, поэтому чуть-чуть тут есть желтизна местами. И с той стороны, мы ее наблюдали тоже, как бы с той стороны. Она как бы, ну, как бы что-то здесь текло, скорее всего, когда-то. Поэтому здесь такое более желтое. И я решил все-таки
все вычистить, мы все перепомыли, как бы, подстерли влажной тряпочкой везде, и теперь это ждет нашего специального дизайнера. Потому что оно уже вот такое приблизительное будет. Может быть, еще где-то что-то подтереть, туда-сюда, но как-то так приблизительно оно и будет. Так что придется еще какое-то время подождать. Но это мы считаем готовым. И мы приближаемся к окончанию наших рабочих расчисточных процессов. Вон так вот мы приближаемся тут, корячимся по-всякому. Ну, мы почистили этот дюсюдепорт и дочищаем вот этот дюсюдепортик. Большой, который был маленький, тот, а это большой. Вот, там уже не видно даже, красочки чуть-чуть осталось. В общем, вот так. А, здесь я еще замечал, я говорил, что здесь замечал где-то желтизну, чуть-чуть с этой стороны. Но там вблизи она более заметна. Как бы над нами, вот там получается. Ну да, старый фон, тут по-разному. Бывает так, что там, да, кстати, здесь где-то вот на вот этот адрес, и у нас рядом, я был в квартире, там, скажем, метров 200 отсюда, там вообще один этаж как бы мокрая зона, второй жилая, третий мокрая зона, вот как-то вот так все сделано. Ну, за 100 лет там много чего поменялось, и кухни над гостиными, а гостиные над кухнями обратно или над санузлами. Так что вот, мы приближаемся к полному окончанию расчистки, получается. Ушло у нас на эту расчистку, получается, около 3 месяцев на такой объем. Ну, как бы да. Это много, это реально много. Напомню, как это выглядит. У нас комната смежная, вот так здесь расчищена. Вот. Вот так здесь хорошо. Там я подвязал пакетиком, там что-то это самое, там такой на крюк опускается часть лепнины, и чтобы она никуда не отвалилась, я ее там, ну я показывал этот момент, по-моему, насесты тут для девочек над печками везде были. Здесь полностью расчищено, там я показывал, получается, ту комнату, которая в ту сторону отходит. И здесь тоже расчищено. И здесь место под розетку, ну тут что занимаются там гипрок, туда-сюда, нам никак не подлезть сюда. Ну вот это потолок, это вот довольно просто очистить. А вот здесь видно место под розетку. Я думаю, камера и я, и глазами хорошо вижу, особенно вот здесь есть трещина. То есть здесь когда-то была розетка, но когда товарищи коммунисты здесь устраивали деление таких комнат, когда здесь устраивали как бы что-то типа коммуналки, то они розетку удалили полностью. Но она там была, исторически была. И я говорил в первом ролике, что может быть есть она в этом доме, может быть нет. Она в этом доме как будто бы есть. И как будто бы, возможно, мы ее будем изготавливать, формовать, снимать форму родную. Как бы возвращать родную на свое место. Из этого же дома. Почему говорю как будто бы, возможно и так далее? Потому что, да, что хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Так что хотелось бы, возможно, да, есть в планах такое, что-то связанное с формовкой розетки, с возвратом ее. На самом деле мы устали от этого всего. Поначалу это было весело, интересно, такие объемы, но потом они стали невеселыми, неинтересными, а к концу я вообще как-то стух, и такие, скажем, субъективного характера какие-то вещи у меня происходят, и поэтому я как бы мало снимал уже, и как-то так. Но мы заканчиваем по плану, кстати, то есть по временным каким-то там нашим прикидкам, по нашим договоренностям мы попадаем в сроки. Пока что мы попадаем в какие-то сроки. Это хорошо, наверное, это хорошо, попадать в сроки. Посмотрим, как дальше что пойдет. Ладно, наверное, так я и закончу этот не особо такой, какой-то сумбурный довольно видеоролик. Как-то так оно у нас и продвигалось. И оно сопряжено уже с такой усталостью от одинакового. То есть это не физическая усталость, оно какое-то больше... Ты приходишь и делаешь одно и то же. Каждый день одно и то же, один и тот же рисунок, например, ты делаешь ежедневно, неделями просто. Это как бы слишком много. То густо, то пусто. Ну вот так. Не было расчистки, год мы ничего не чистили, а потом как начали чистить, и 3 месяца чистили. Как-то так, в общем. Ладно. Всего вам доброго. До свидания. Пока-пока.